Так, Здравствуйте. Елена да, Елена, да, Елена, здравствуйте. и Елена Тимур, да? и Тимур, да. Рад вас видеть. Взаимно. Ну, давайте знакомиться, Ефим. Давайте знакомиться. Расскажите немножко о себе. Вы из какой страны, из какого города? Я так понимаю, не из России. Нет, я не из России. Мгм. Я рожденный 79-го года, М, рожденный в Молдавии, мгм. э, бывший СССР. Да, конечно, знаю. Закончил русскую школу, русский колледж, университет не закончил. Родился в западном городе, приграничном западном городе Молдавии, это рядом с Румынией. Мгм, мгм, Владею языками, русским, румынским. Ну, уже в мгм, Англии проживаю здесь. мгм, Скоро будет 6-й год. мгм. Переехали мы оттуда, так как социально-экономическое положение плохое в стране, Да, да и выбора не было, так я сказать. представляю. Что не сделаешь ради ребенка, ради семьи. М. Ну, что еще вам такого Ну, рассказать? расскажите о себе, почему вы решили к нам обратиться, что вас беспокоит, на что вы хотели бы обратить внимание в сеансе, есть ли у вас какие-то аспекты сеанса, на что мы будем смотреть. А, с чего бы начать такое? Ну, давайте начнем с того, что, ну, от когда я себя помню, я никогда не верил в то, что видел. То есть М, для меня это было недостаточно. То есть я всегда была такая какая-то мысль, что существует еще что-то, и меня постоянно притягивало что-то не то, что я вижу. У меня эзотерика, э, разные. Я оккультизмом не занимался, это м, не. А вот Таро, там вся вот, ну и меня преследовал вот такая мыслеформа такая преследовала. Ты должен найти истину, ищи, должен. Это не то, это не то, это не то. Я искал. Вот. А так, в общем, еще кроме этого, что меня сподвигло, я давно хотел пообщаться, и что-то не получалось. То вот собирался, то машину мне разбили мгм. здесь. Это частое явление. Именно в этот день. Я вот уже думаю, ну все, я пойду, все, вот деньги отправлю, все, вроде как договорился. Мгм, И то машину разбили, то потом какие-то финансовые неурядицы, что-то не получалось. Потом у меня жена очень скептически к этому относится. А мне-то хочется все-таки уже закончить это вот. И мне было интересно, кто я такой, что я здесь, зачем. А так, мгм, а так, кроме этого всего, я все время искал себя в жизни. Работал на разных работах. Работал в России, в Салехарде работал в мгм, Москве на мгм, заработках. Время такое было. На стройке мгм, работал, на складах работал, у мгм, турков работал, в типографии работал в Молдавии. А также я бывший военный, ну как, мгм. у меня медицинское образование. О, это хорошо. Да, я закончил на фельдшера закончил, да, Мгм, колледж. мгм, Хотел поступать, но столкнулся с разногласиями в системах и взглядах людей в этой сфере, и меня разочаровало это. А кроме того, у меня, ну, как с рождения у меня был такой как бы недостаток. У меня почему-то, видите, я немножко как бы нервничаю. Ну, как нервничаю, не нервничайте. да, переживаю, как бы, ну, Мгм, это нормальное мое явление. То есть, и у меня трясутся руки. Ну, не мгм. сильно, но если присмотреться, то меня с детства дразнили там пьяница, там алкоголик, там не знаю что. Почему? Ну, люди обращали на это внимание, говорят, Ага. что То есть у перепил? вас, то У есть у вас на вас, постоянной основе трясутся или... Да, М. ну как бы когда вот эмоции иногда, или вот, например, я начинаю переживать, то это видно. Или когда я очень сильно спешу, переживаю, знаете, как А вот. когда в мгм, спокойном состоянии не трясутся? Нет, когда в спокойном нормально, то есть это как бы, скорее всего, на М. эмоциональном, вот, видите, вот как-то М. сейчас вот Прям есть. психосоматика понимаешь. такая идет, да, у Да, вас? что-то такое. И вот мне это как-то мешало в медицине, но я все-таки шел, я ассистировал как бы в хирургическом, Мгм, на операциях, вот так и все. Хотел поступать в университет,
медицинский, молдавский наш госуниверситет. Но финансы, потом как-то не... Я как бы увидел, что система гнилая, что люди там ради денег, никто не хочет спасать людей, никому они не нужны, как бы. Я разочаровался и как бы отпустил все на тормозах. Что еще вкратце? А так, про свое детство, что вам рассказать? Отец меня очень сильно выпивал. Ну как, он не то, что сильно выпивал, у него было это как бы моментами. Так он, в принципе, он не был какой-то плохой человек, чтобы он, знаете, вот как есть люди очень плохие. Он не был таким, он в дом носил, хороший был, как муж, да, вот он, и да, там, одежки, все, что надо в дом, то все. Но вот он иногда выпивал, и особенно, когда были праздники, они напивались, и он бил маму. Бил очень сильно, это было зверски. Вот с тех пор у меня вот в себе внутри какая-то неуверенность, какой-то страх присутствовал постоянный. Постоянно какой-то вот голос какой-то, как сказать, вообще такое бывает или нет, слышит ли кто-то голоса. Со мной как будто кто-то разговаривает, но иногда это бывает по-разному. Иногда это бывает коротко и ясно, нет, и все, и значит так и надо. А иногда бывают всякие глупости в голову говорятся. Я не могу остановить это. То есть всякие гадости прямо, такие, которые я вообще об этом не думать не хочу, не говорить, а гадости какие-то лезут. Мне аж стыдно перед самим собой. Негативные мысли, в общем, какие-то вам, да, идут? Да. Ну, вы чувствовали изменения, например, вот днем у вас одно настроение, а ближе к вечеру другое сразу становится? Ну, днем, видите, днем в зависимости. Я работаю в ночную смену сейчас, ухаживаю за аутистами, а днем сплю. Сложная работа такая, да, сложная. Ну, что ж поделать. Не, ну это хорошее дело, на самом деле. Вы Ну, хорошим делом занимаетесь. Ну, хоть бы пригодится, хоть бы где, потому что я работал также и на кухне, работал в отеле, но все закрылось. Но я ушел до этого, у меня стала проблема со спиной. И, ну, вот как-то, и вот в таком состоянии, когда на таблетках, когда таблетки выпью, обезболивающие, когда вот сильно болит. Иногда бывает схватывает, то есть приступы, могу зубы мыть, может, ну, как бы прострел может быть схватить, и все, я, то есть уже неправильное положение, то есть в машине, ну, всякое, то есть, и вот и от этого и неуверенность, от этого и, то есть я не знал, что делать. Одно время даже вот выпивал, честно вам говорю, выпивал, потому что иногда больно было смотреть на жену, что ей тяжело смотреть на это все, как бы. А другое то, что как обезболивающее пил, потому что таблетки очень сильные, то есть они наркотического характера, группы А. И то есть я не хотел, к ним даже есть привыкание через некоторое время, поэтому они как бы ты теряешься, то есть эффект уже не тот, понимаете. И я иногда даже я выпивал. Хотя, если честно, в душе я алкоголь ненавижу. У меня в семье очень много братьев умерло. Все братья мои умерли очень рано. Алкоголь там присутствовал. Мать моя в конце не выдержала этого, она умерла, то есть от горя, то есть она тоже пила. Отец мой с детства, когда помню, мать очень сильно бил. Это были зверские такие, прям побоища. Он ее бил до такой степени, что аж кровь по стенам. То есть это было очень страшно. За волосы таскал ее. Это просто соседи не могли ничего сделать. Он как бы был... А на следующее утро он вставал, и как будто это был не он, понимаете? Как будто это вообще не он это был. И вот это я все видел, я просыпался, вот представьте себе, такая картина, телевизор мигает, и помните, вот эта заставка, сетка на экран, не забудьте выключить телевизор, и открываю глаза, и тут такие крики, и кровь везде, и это самое, причем и мне доставалось, соседи меня вытаскивали, как бы на руках вытаскивали с боем, то есть из дома, они говорили, как боялись, чтобы я, то есть не сошел с ума, чтобы я... Поэтому я с детства был какой-то уединенный, как бы у всех были свои... Себя ушли, да? Да, у всех были братья, у всех были сестры, а я как-то сам по себе был. То есть у моего отца, у моей матери это уже был как бы второй брак, получается.
А, и я один, получается. И получается, у меня сводные братья и с одной стороны, и с другой стороны. Мгм. И как-то одни уехали в Россию, и другие уехали в Россию. Но при этом они с друг другом не контактировали, но контактировали все со мной. Ну вот, но это было очень редко для меня, это была радость. И когда я уезжал из семьи, например, в лагерь или к своему сводному брату по линии матери, это был для меня, как бы была такая радость, когда я уезжал из этого дома. У нас было два дома, один в городе, другой в деревне. Вот тот, который в деревне, мать что-то рассказывала, там какая-то колдунья, что-то колдовала, его первая жена какая-то. Я не знаю, правда это или нет, но в этом доме я до сих пор, когда я не могу, то есть я захожу туда прям черное, я чувствую такое прям, я там как, то есть, Энергетика такая, да? да, очень плохо. Я даже там чертей один раз видел, они меня пытались задушить. Ух ты. Маленькие такие, сели мне на как бы на На грудь. грудь. Да, сели на грудь, и я не мог дышать, не мог кричать. Мгм. Но я как бы, все говорили, надо перекреститься как-то языком и внутри, ну, как бы, хотя бы и подумать о чем, о Боге, попросить помощи, что-то такое. Помню, и они как будто за руку меня тащили, как будто хотели меня свалить вот с кровати. Мгм. А я был как замороженный, я не мог вообще, не мог ничего сделать. И там тоже было, в этом доме, очень глобальное количество скандалов. Была нищета полная. То есть, чтобы вы понимали, дети в 15-16 лет получали удовольствие от жизни. То есть мама и папа покупали им какие-то вещи, у них была любовь, они встречались. А мне было стыдно. Как бы парень я был не уродливый, а все меня шарахались, знаете. Мгм. Мгм. От осинки не бывает апельсинки. Все думали, если родители такие, значит и сын такой. И все время в меня не верили. Все время говорили, он никуда не поступит. Все, он что? Ну, он ничего не сможет в этой жизни. И у него такая дорога, как... А я всегда шел против. Я всегда стремился, я всегда пытался не кому-то доказать. Я пытался как бы самому себе сказать, что я не такой, каким хотят из меня сделать. То есть я чувствовал в себе, у меня был какой-то стержень. Э, Мгм. И в какое-то даже, я думаю, это ангелы или архангелы, думаю, они мне всегда помогали, но это было так тяжело, так вот, что вы понимали, это было так тяжело, когда кому-то давалось это вот как бы вот так, то для меня это было, это как это, огонь, вода и медные трубы. То есть и Мгм. абсолютно все так в жизни, ничего, абсолютно ничего не доставалось, просто что вот, просто вот так вот, просто и все, знаете. Вот, ну, это вот так вот вкратце. Ну, наверное, это затянулось. Я не хотел жаловаться, я просто и рассказываю. Это не, как бы не всем могу Нет, рассказать. это, И не конечно, вы не жалуйся. жалуетесь. Нет, вы Я, рассказываете о своей жизни, да, конечно. это факт. Мгм. Мгм. И я как бы старался и боролся с этим. Ну, вот и мать у меня, она тоже, по-моему, в ней тоже присутствовал этот стержень. Это от моего деда, от Григория, по-моему. Он прошел войну гражданскую, прошел, потом Великую Отечественную прошел, дошел до Берлина. Дед Мгм. потерял зрение в 90 с чем-то лет, но притом сам за собой ухаживал, сам топил печь. Он меня очень любил. Это был мой любимый дед, он хороший был. Ну, Мгм. и вот у него был такой стержень, он мог, то есть свободно взять бочонок, например, вот на 10 литров там водки или вина, например, и пойти, например, проводить, например, в армию, например, внука. Вот как Мгм. бы так вот. И вот с палочкой, как он есть, то есть если он сказал да, у него такой характер был, короче, железо. Мгм. 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 Вот у меня где-то он, Старые закалки люди, да, такие. да, и мне вот досталось, матери моей это досталось, и мне досталось. По-моему, только меня это только это, наверное, и выручило. Но человек не может быть всегда сильным. И я чувствовал, что вот уже, особенно вот когда вот это случилось, вот вроде приехал в Англию, вот вроде все сбылось, вот вроде вот должны были быть счастливы, вот вроде должны были собирать денег, собрать на дом. Потому что я человек спартанский, то есть мне таких, чтобы сказать, ну, вот, что мне нужна какая-то роскошь, нет. Я все для семьи, мне вот, чтобы ребенок, чтобы жена, они чтобы в порядке, чтобы радость им. И у меня задача вот была с детства, я в 14 лет еще мечтал, я когда вырасту, я себе сделаю такую семью, не похожую, которая у меня была, и попытаюсь сделать ее полностью счастливыми. Но вот видите, как-то не получается. Бывает иногда у меня эмоции зашкаливают, ни с того ни с того перепады настроения.
Бывают иногда ссоры, не из-за чего. Вот в доме, вот на ровном месте. Жена у меня лев по гороскопу, она очень такая огненная, то есть вспыльчивая. Я как бы всегда пытаюсь, я близнец, я пытаюсь Мгм. как-то немножко сгладить ситуацию, всегда как-то иду на компромисс, всегда какой-то миротворец я, знаете, но иногда и меня не хватает. Ну вот с английским языком у меня тоже, я не понимаю, в чем дело. В школе Можете уч... выучить, да? И как? в школе учил этот английский язык, то есть с 4 класса по 9. После не в колледже, в университете также. Приехал сюда. Но чтобы вы знали, это очень разные вещи. Учить английский в России или в Молдавии. И когда приезжаешь сюда, это совсем разные вещи. Здесь разные диалекты, здесь разные национальности. То есть и ваш английский вам малость какую-то и поможет, Мгм. но не более того. Они в общем не похожи на нас. Это совсем как будто другие люди. У них другой склад ума. Они по-другому живут. Я очень Мгм. люблю Россию. Я был в тайге, я жил в тайге, как говорится, жил с мишками. Да, в Ямало-Ненецком округе. Вот. Да. Ну, вот Мгм. как бы у меня Россия, она мне нравится, я ее люблю, а жена ругается. Ты чего? Давай учи, давай. А он мне не лезет. Я как бы вот сейчас вроде запомнил, а потом раз и все, пропадает. Или когда начинаю разговаривать, он говорит, ты должен думать на английском. Да не могу я думать на английском, я думаю на русском. Хотя я в Молдавии, типа я молдаванин, типа у меня румынское гражданство, но я русский в душе. Вот какой-то такой блок еще стоит. Вот Мгм. как-то Мгм. так. Скажите, пожалуйста, а вы гипнозом или медитацией когда-нибудь погружались в это состояние? Вы гипнабельный человек? Нет, я даже иногда сомневался, что у меня это получится. Но ввиду своего напряжения я всегда как бы... Ну, у нас для этого и работаем вместе с гипнотелепатом, со слипером, который также погружается, если вы не будете там что-то видеть или чувствовать, то есть он будет со своей стороны смотреть. Мгм. Вот, поэтому я и спросил, насколько вы гипнабельны в этом вопросе. Я понятия не имею. Ну Может, ничего, может Ефим, быть, а может Ефим, главное, быть. вы главное расслабиться. Давайте, если это все, что вы хотели сказать, Ну, в принципе, да, наверное. да- Но давайте остальное, так. вам же виднее. Вы Ну, профессионалы, вы знаете мы свое дело. посмотрим, мы посмотрим, как это все будет идти. Главное убрать у вас все ваши психосоматические, все ваши вот те проблемы, о которых говорили. Ринит, негативные мыслеформы, проблемы со спиной. Ну, там, возможно, физика, возможно, не физика, это надо смотреть, да. Мгм. То есть, где эзотерическая причина, да. Вот. Психосоматика, что руки трясутся во время, когда вы понервничаете, да. Про левая почка, вот. Ну и убрать вот эти вот у вас информационные записи, которые у вас с детства до сих пор присутствуют. Вы же это все помните, да, из оперативной памяти это все ушло, Да, уже я эмоционально. нет, я очень это все хорошо помню. Причем, когда я это вспоминаю, мне очень становится не по себе. То есть мне Вот. плохо. От этой энергии надо избавиться. Прошлое меня преследует. Мне и жена всегда говорит: Фима, перестань жить прошлым. Это уже было. Ты должен, смотри, ты в другом мире. Ты смотри, люди здесь совсем другие. Смотри по-другому. У тебя сколько возможностей, а ты привязываешься к прошлому, а оно меня делает, будто я не знаю. Мгм, мгм, мгм. Так что вот так вот. Ну, Хорошо. это все. Давайте сейчас тогда укладываться. О чем ты вспоминаешь? Какие мысли приходят к тебе, Эви? Где ты находишься? Я не знаю, у меня очень сильно дергаются глазные яблоки. Ничего страшного. Это я не понимаю. Не анализируй, Эфим. Просто передавай свои ощущения. Тебе пришли какие-нибудь воспоминания? Это, это закат. Мгм. Теплое.
Теплое море. Теплое море. Какого цвета песок? Посмотри. Теплого. Ага. Песчаное. Посмотри, ты один на этом месте? Там еще кто-то есть. Нет, рядом никого нет. Я сам. Теплый вечер. Тепло. Почувствую. Побудь, посмотри в этот закат. Вись в эту картину. Посмотри на это море. Почувствуй, как оно мечется. Почувствуй теплоту воды. Сейчас, Ефим, на счет 3 над твоем теле завибрирует вся чужеродная энергия, все чипы, все импланты, все чужеродные авторизации, если они присутствуют. Раз, два, три. Колено. Колено. Так. Колено. Левое. Дальше двигайся, смотри. Усиливается вибрация по всем чужеродным энергиям в твоем биополе. Все чужеродные авторизации, все чипы, все импланты. Все, что не принадлежит твоему источнику, начинает вибрировать. Усиливается вибрация. Просмотри концентрацию своего внимания. Кроме колена, где еще чувствуешь вибрацию, Ефим? В плечах. Обоих. Так. Я не понимаю, то ли глаза бегают, то ли действительно кого-то. Так. Дальше опускайся ниже. Посмотри на руки. Вибрирует ли у тебя на руках что-то? Все чужеродные авторизации проявляются. Предплечье в локте. Левое. Левое. Так. Дальше опускайся ниже. Грудь, сердце, желудок. Есть ли там какие-то вибрации у тебя? Нет. Хорошо. Опускайся в паховую область, мужскую репродуктивную систему. Посмотри, если там чужеродная энергия, если они есть, они завибрируют. Если их нет, то нет. Нет. Хорошо. Отлично. Ты позволишь Лене просканировать твое пространство? Да, конечно. Лена, М. настройся, пожалуйста, на эфирную копию части Ефима, его подсознательную часть. Как ты его видишь? Ну, вообще, мне как шла картина, когда ему лет 5, мальчик, который дергает мужчину как-то за руку или что, кричит: остановись, остановись, и потом картина пропадает и пустота. Просто пустота. Ноль информации, знаешь, как какой-то пустой вакуум. Мгм. Хорошо. Найди сейчас его эфирную копию, его тонкую энергетическую часть подсознательную. Сейчас. Нашла. И проведи идентификацию. Считай его эфирной ДНК. И по структуре эфирного ДНК воссоздай образ из той информации, которая там находится. Раз, два, три. Это он, но он в пространстве, понимаешь, он как размытый какой-то. То есть
не четко проявлены в пространстве, как размытость какая-то, как есть и нет. Мгм. Пусть вот тонкая копия проявится четко и ясно. Настройся на нее. Россия, она готова, чтобы с ней поработали в информационную часть? А, Вижу, что говорит, но как не доходит его голос, как в каком-то вакууме, не пойму. Не доходит голоса, но губы вижу, что шевелятся у него. И полупрозрачный он. Ну, такой размытый в пространстве. Мгм. А что это за вакуум, Елена? Откуда он? Откуда его источник? Ты знаешь, такая информация идет, что как бы стерли программу. А тут либо подмен программы какой-то, либо стерли программу. Вот что-то вот такое двойное мне идет. Поэтому как-то с него очень тяжело считывается информация, потому что как таковой программы обнулена и подмена. Что-то такое мне идет. Мгм. Давай перенесемся назад по ленте времени с его подсознательной частью в тот момент, когда эта программа еще находилась в нем. Раз, два, три. Вижу стол. Рисует, сидит что-то. Бумажка, карандаши. Мгм. Ну, ему лет Что, 5. мгм. Что произошло дальше? Посмотри, как это Здесь произошло. программа присутствует. Вижу четко образ. Так. И чуть-чуть перемотает вперед в тот момент, когда произошло изменение этой программы. Посмотри, что произошло. Вижу снова картину. Вот та картина, что примерно описывал Ефим при разговоре, когда идет как бы спор между родителями. Он подбежал к мужчине, я так понимаю, это отец. Он как бы за ногу, за руку его дергает. Не надо, не надо, не надо, говорит, кричит, не надо. Так, В это этот момент, физический план. Да. А, в этот момент идет Сейчас, стой, толчок. Ефим. а, Ефим. у меня завибрировало все тело. Это говорит о том, что Лена правильно постыкует. Хорошо? Мурашки по всему телу. Хорошо, не переживай. Терпимо? Мне, Ноги сковывает, да? да, ноги сковывают, мне Ничего. страшно. Не Ефим, переживай, не Ефим, бойся. Ефим, Ефим, слушай мой голос. Да. Сейчас на счет 3 я скажу слово «ток», и эта психосоматика уйдет, эти сковывания и вибрации. Раз, два, стоп! Полегче? Да. Отлично, продолжаем. Лена. Значит, кричит вот, и вот этот мужчина его толкает с такой силой, и он как бы падает. И я вижу, как в этот момент прям в грудь входит демоническая сущность, очень агрессивная, Мгм, в Ефима. мгм. Так. И как эта демоническая сущность повлияла на программу, на сбой программы Ефима? Сейчас. Слышишь, что-то со стороны говорит «не дам». Мне говорит «не дам». Ну, пусть говорит, мало ли что говорит. Сейчас я, подожди, сконцентрируюсь. Мне надо
понять, как это произошло. Мгм. Не пойму, он как перепрограммирует, как обнуляет его программу, перепрограммирует под свое, то, что нужно ему. Маята идет слово. Как? Маята. Что такое маята? Не знаю. Ефим. Тебе не знакомо это слово? Не знаю, может быть, от слова «мается». Мгм. Маята. Груз, М, тяжесть. Маята. Да, такая пресс, такой апатия. А программа его жизненная должна быть другой. Перепрограммирование произошло, как обнулили его изначальную и поставили свою. Мгм. Мгм. Нужную ему. Мгм. Поэтому я вижу, как, знаешь, как некие, то есть пространство биополя, оно как бы практически безинформационно. То есть оно как даже тонкая копия в пространстве выглядит полутаким прозрачным фантомом, что трудно считывается. Давай тогда, Лена, по ленте времени вернемся до момента события перепрограммации Ефима. Назад. Давай. Переносись назад за несколько десятков минут до момента встречи. Ну, вот вижу, рисует, сидит снова эта Мгм. картина. Посмотри сейчас на его биополе. Сейчас в каком он состоянии. Ну, биополе все-таки присутствуют некие страхи от негативной программы, но то есть его изначальная программа, она находится еще в биополе. Мгм. Хорошо. Хорошо. Но уже есть некие подключения. Ну вот этого еще нету, этого демона, да, тяжелого? Демона нет. Хорошо, дашь мне пообщаться с Святом Кокопи? Да. Подсознательная часть Ефима слышит меня? Ну как ты? Хорошо. Мгм. Смотри, сейчас лежит твоя сознательная часть рядом с тобой. И в будущем есть некая информационная запись. На физике уже все произошло, но на информационном поле эта запись осталась. Это касаемо твоих внутренних бытовых конфликтов твоих родителей. Ты бы хотел перейти в другое пространство? Да. Не надо плакать. Не надо плакать. Я пришел тебе помочь. Сейчас я тебе помогу, и все будет хорошо. Пожалуйста, не плачь. Посмотри, посмотри, где та энергия, которая заставляет тебя плакать? Где она? Сейчас завибрирует на твоем теле. Где она? Боюсь. Где этот страх? Посмотри, где этот страх? Где он вибрирует у тебя? Где этот страх? Везде. Хорошо, собери этот страх полностью, собери его по всему своему телу. Собери его.
Он тебе не нужен. Собери его, скомкай его в снежок. Собирай. Нам надо избавиться от него. Собрал? Думаю, что да. Хорошо, сейчас я тебе вороночку открываю перед тобой. Возьми этот страх. Нужен он тебе? Нет. Выкидывай его на счет 3. 1, 2, 3. Выбрасывай его. Избавляйся от него. Полностью прикажи ему отделиться от тебя. Выкидывай его в воронку, чтобы его больше не было в тебе. Выбросил? А? Ну? Так, воронка закрывается, забирает этот страх. Страха больше нет. Он ушел из тебя. Как ты? Тебе полегче? Знаю. Хорошо, смотри, Ефим. Слушай мой голос, подсознательной части Ефима. Сейчас я раскрываю перед тобой мерный портал в более высоковибрационное пространство, где тебе будет хорошо и радостно. Раскрылся портал. Переходи в него. Переходи в другое пространство. Перешел? Перешел? Нет. Раскрывается перед тобой мерный портал. Видишь его? Дети играют. Ну, иди туда, заходи туда. Заходи туда. Там хорошо тебе будет. Боюсь. Не бойся ничего, я пришел тебе помочь. Переходи, не бойся, там тебе будет хорошо. Там не будет больше страха, там не будет больше горечи, там будет спокойно и хорошо. Переходишь? Да. Хорошо. Как ты там себя ощущаешь? Тебе получше там? Да. Хорошо. Хорошо. Почему ты плачешь? Не плачь больше. Все хорошо. Все хорошо. Эмоциональный канал отключен. Отключается эмоциональный канал. У тебя больше нет эмоций. Нет эмоций больше. Эмоциональный канал полностью заблокирован. Все спокойно, все хорошо. Тебе полегче? Хорошо. Посмотри, где неуверенность в тебе у тебя находится. Пусть завибрирует неуверенность в себе, эмоция неуверенности в себе. Везде. Везде. Также собери ее со всего тела. Прям руками собери со всего тела, создай большой ком из нее. Со всего тела. С ног, с рук, с головы собери всю эту энергию. Это твоя энергия, ты сам ее создаешь. Ты там главный. Ты решаешь, быть этой энергией у тебя или не быть. Собери его. Собрал? Еще одну тебе вороночку открываю. Отдели его от своего тела и выкини в воронку. На счет 3. 1, 2, 3. Выбрасывай. Сбросил? Да. Хорошо, хорошо. Закрывается воронка, уносит эту энергию от тебя к самым недрам Земли. Полностью растворяет безвозвратно. Хорошо, а где твоя воля? Подсознательная часть Ефима. Сейчас завибрирует твоя воля на тебя. Смотри, где она вибрирует, воля твоя? Твоя воля, твоя храбрость. Где она? Не знаю. Сейчас она завибрирует сильнее, твоя воля. Пошла вибрация по ней. Где она находится? Живот. Живот. Давай теперь эту волю с тобой расширим до максимума. Расширь ее до максимума. Ты становишься храбрым и сильным. И у тебя воля до максимума. Давай на счет 3. Расширяй ее. 1, 2, 3. Пошло расширение твоей воли. Воля расширяется. Ты становишься сильным, храбрым. У тебя нет больше страхов, у тебя нет больше неуверенности в себе. Ты сильный и храбрый. Нет. Расширяй волю. А? Она как черное пятно. Воля? Да. А почему она как черное пятно? Не знаю. Хорошо. Хорошо. Давай тогда скинем это черное пятно. Воля не должна быть черной. Черное. Хорошо. Высвети ее. Подними вибрации своей воли. У каждой энергии есть частота. Давай сейчас поднимем вибрации ей вверх, чтобы она стала светлой. Ты готов? Подними частоту этой воли,
чтобы она стала светлой, высветилась. Давай. На счет 3. Раз, два, три. Пошла конвертация. Вверх поднимаются все твои вибрации, все твои частоты поднимаются вверх. Эмоциональный фантом полностью вычищается. Начинаются подниматься эти вибрации в сердечной чакре. Воля становится сильной и мощной. Высветляется она? Посмотри. Да. Отлично. Высветляй больше ее. Давай, чтобы она светила ярким солнцем. Выше поднимай. Пошли вибрации вверх до самого максимума. Вся темнота рассеивается. Начинается свет. Высокая частота. Получше. Давай, расширяй теперь. Вот она высветилась, теперь расширяй свою волю до максимума. Расширяй ее. Сделай ее большой и мощной, чтобы ты стал сильным и храбрым. Чтобы у тебя не было страхов и неуверенности в себе. Расширяй ее. Расширил. Еще больше расширяй. Еще мощнее становишься. Еще сильнее. Как ты сейчас себя чувствуешь? Полегче. Вот видишь, это же ты сделал. Хорошо. Как тебе то пространство, в котором ты находишься? Не знаю. Давай с тобой, Пока еще не понял. давай с тобой создадим то пространство, в котором ты хотел бы жить всю свою жизнь. То пространство, где тебе было бы хорошо, спокойно. Пространство, наполненное светом и любовью. Какое пространство ты хотел бы для себя? Где бы ты хотел находиться? Солнышко. Солнышко, да. Поле. Да, поле. Так. Счастливые дети. Счастливые дети, да. А давай еще Хоровод. хоровод. Отлично. Отлично. Еще что представь, давай создадим это пространство тебе, в котором ты будешь находиться, чтобы тебе там было хорошо, спокойно, чтобы ты чувствовал любовь, ты чувствовал, что ты нужен, ты чувствовал радость и свет. Чупа-чупс. Чупа-чупс, хорошо. Да, Жвачка. жвачка. Также представь тех родителей, которые ты хотел, какими бы они были бы для тебя. Вот какими ты бы хотел, чтобы были твои родители? Представь их такими, какими ты хотел бы их видеть. Хочу только, чтобы меня любили. Вот, представь такими, какими хотел бы ты их видеть. Создай их. Все в твоей силе. Представь тех родителей, которые будут тебя любить. Представил? Да, Проявляются они перед тобой. Видишь их? да. Вот. Это твоя новая семья. Мне Как тебе? хорошо. Хорошо, отлично. Оставь меня с Леной. Лена, отсоединись. Лена, отсоединись. Лена. Ой, сейчас. Лена, поднимись в абсолют, зарядись энергией. Пошли потоки абсолюта в тебя. Насыщают тебя энергией, поднимают твою вибрацию, Лена. Тебе хорошо и спокойно. Наполняет тебя. Макушки головы до кончиков пальцев ног. Низкие вибрации уходят, низкие эмоции уходят. Ты в свете и в любви. Как себя чувствуешь? Готово. Молодец, умничка. Давай перенесемся к Ефиме, к подсознательной части. То пространство, которое он создал. Да, я вижу это пространство. Солнце, поле.
много детей играет, и как женщина с мужчиной, он посередине его за ручки держит. Отлично, отлично. Посмотри в этом пространстве, как дальше продолжится его ситуация. Нравится ему там? Хочет он там остаться? Да, Хорошо, хорошо. чупа-чупс кушает. Высоковибрационное пространство. Да, свет. Хорошо, хорошо, хорошо. Ефим, Да, как ты сейчас себя чувствуешь? плакать хочется. Плачь, Плачь, это, плачь, плачь, плачь. Это это выход. был твой ребенок, то есть внутренний ребенок, который нужно было проработать. Выводи эту энергию, Ефим, выводи ее из себя, давай. Выводи эту энергию. Вся темнота из тебя выходит, Ефим. Да, полностью. Вся темнота из тебя исходит. С каждой клеточки твоего тела. Избавляйся от нее, избавляйся. Не блокируй ее, Ефим. Выдавай ее полностью. Пусть она выйдет из тебя. Пусть уходит вся темнота, рассеивается, Ефим. В тебя заходит свет и любовь. Свет и любовь. Свет и любовь. Тьма уходит. Любовь растворяет. Свет растворяет тьму. Полностью наполняет тебя им в полном объеме. Получше. Молодец, хорошо. Придерживай свои эмоции. Так, Лена, Да. ну что мы тут наделали? Посмотри теперь на тонком плане, какие изменения. Я вижу, что сейчас тонкое поле более четче проявлено, чем было до этого. Мгм. И проработали как бы с внутреннего ребенка. У меня вот эта мачка, которая не давала внутри никак покоя. Хорошо. Ефим, подсознательная часть готова там остаться, да, в том пространстве? Да, Лена, Прости, что? подсознательная часть Ефима готова остаться в том пространстве? Да. Хорошо. Посмотри, какие вариации событий в информационном поле меняются после изменения этой информационной записи. Сейчас. Следует программе, но подключение вижу. Ну, это уже другой вопрос. Да, оно следует своей программе. Отлично. Отлично. Ефим, посмотри, в твоем сердечной чакре, в твоем эмоциональном фоне, где все те энергии, которые были связаны негативно с твоим детством? Весь негатив, который ты получил в своем детстве. Сейчас они завибрируют на твоем теле. Раз, два, три. Пошла вибрация по ним. По всем твоим негативным воспоминаниям с твоего детства. По всем твоим негативным мыслеформам и эмоциям. Все, что ты пережил негативное. Где эта энергия находится, Ефим? левая нога прям дергается. Мгм. Лена, что там в левой ноге? Воронка. Воронка. Хорошо, хорошо. Знаешь, что мне идет информация? Да. Мне сейчас идет информация, что как бы нужно вот этого мальчика, который был в детстве, как бы, чтобы Ефим его увидел, и чтобы как бы он у него попросил прощения, чтобы вот эти половина программ с детства, оно как бы аннулировались, Мгм. чтобы произошел вот этот контакт сейчас с внутренним ребенком и сейчас. С Ефимом сейчас и с Ефимом тогда. Хорошо. Ефим, найди себя маленьким в одном воспоминании. Оно есть у тебя. Найди себя маленьким. Представь себя маленьким, когда ты был маленький. Да, Видишь себя маленького? да. Попроси прощения у себя маленького. А как ты его видишь? Я
со львом в клетчатой рубашке, Хорошо. постриженный. А Играйся. он как бы спокойно или какие ощущения идут, эмоции от него? Да, спокойно смотрит из-под лба так. Попроси у него прощения, обними его. Обними ему, передай ему всю свою любовь. Да, вытаскивай все. Давай, 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 давай. Работай. Попроси прощения. Скажи. Говори с ним, говори все, что ты ему хочешь сказать, все, что внутри. Я тебя так люблю. Прости. Господи, прости меня. Передай ему всю свою любовь, все свое тепло, весь свой свет. Скажи ему, как ты его любишь. Сильно люблю. Да. Как он важен для тебя. Самый лучший. Да. Самый сильный. Он страшный. Конечно. Ему все по плечу, он все может. Конечно. Он сильный, он мощный. Произошла сейчас синхронизация, то есть фантом с детства высветился светом, и фантом как бы здесь сейчас тоже высветился, и между ними произошла синхронизация. Пошел так свет исходит. Отлично. Полегче. Хорошо. Скажи ему, что ты всегда рядом. Ты не дашь его в обиду. Что он сильный и мощный. Что вся сила в нем. Чтобы он помнил, кто он. Чтобы он вспомнил, кто он и зачем он сюда пришел. Чтобы он не забывал об этом. Какая сила кроется в тебе. Чтобы он выкинул все свои сомнения, всю свою горечь, все свои воспоминания, весь свой страх. И залил это все любовью и светом, так как он есть свет, он есть любовь. И тьма рассеивается, ибо свет в тебя заходит в полном объеме во все твои частички. Ибо ты есть Божье создание. Как ты его видишь теперь, Ефим? Пока не вижу, пропал вроде. Он не пропал, он вошел в твою тонкую копию, произошла некая синхронизация. Вот стоит твой фантом здесь сейчас, да, вот высокий, и внутри тебя стоит твой ребенок, и вы оба светитесь светом. То есть произошло некое очищение и синхронизация. Отлично. 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 Хорошо, Лена, как ты предлагаешь дальше продолжить работу? Стандартно сейчас можем идти, потому что до этого как бы мы сейчас вот с программой поработали с ребенком. Сейчас, думаю, можем стандартно идти, потому что фантом более проявленнее, чем до этого был. Отлично, хорошо. Давай раздели его на количество фантомов.
Сейчас я в комнату перейду, так Давай в посмотрю. комнату, бери его тогда, собирай его, забирай его в комнату диагностики. Мгм. Хорошо. Раздели его на фантомы, на его 7 энергетических тел, 7 я. Вижу 7 фантомов, очень сильно деформированы, все 7. Мгм. Красный вообще-то как скомкан. Мгм. И все части, то есть верхняя и нижняя часть по всем контурам фантома деформации. Цвета не ярко выражен, красный опустошен, то есть он прозрачный. И зеленый опустошен. Мгм. Остальные не ярко выражены, такие тусклые. Биополе очень сильно пробито, защитная оболочка практически отсутствует. Она, как знаешь, клочками. Вверх, низ, сзади, спереди, то есть везде по контуру, по кругу, то есть такие некие клочкообразные такие разрывы в биополе Мгм. Мгм. присутствуют. И такие как дымки в самом биополе. Цвет биополя он ближе к серому, то есть не энергия ближе сероватая такая идет. Давай просканируем его на частоты, посмотрим, есть ли в нем чужеродная энергия. Первым просканирую частоту представителей нижних темных миров. Пошел импульс по этой частоте. Вот воронку вижу, да. До какого уровня воронка находится? Чуть выше колена. Мгм. Хорошо. Просканируй по частоте бесплотных неупокоенных душ. Посмотри, есть ли подключение авторизации бесплотных неупокоенных душ в биополе Фиман. Раз, два, три. Пошел импульс. Нет, бесплотных нет. Мгм. Просканируй частоту магических ударов, магических воздействий на биополе Фима, негативных мыслеформ, запрограммированных в негативные магические программы. Пошел импульс по этой частоте. Два черных канала идут. А программы как выглядят? Сейчас, подожди. Каких-то два черных канала торчат. Сейчас посмотрю, подожди. Ну, один канал черный стоит в районе красной чакры, Мгм. другой в районе зеленой чакры. Мгм. Вот так два черных канала торчат. Мгм. Как, и Какая... знаешь, выкачка энергии идет вот именно с этих. Мгм. Выкачивается энергия. Что они там выкачивают? Какая информация этой энергии? Денежный поток выкачивается. Ух ты. Энергия. И выкачивается энергия. Вот район сердечной чакры, как радость. Мгм. Мгм. Энергия радости мне идет. Мгм. Сейчас, подожди. По-моему, прям вот так вот торчат два черных канала, и все. Мгм. Куда их несло? Куда Сейчас они я... уходят? Вниз? Куда-то уходят вдаль. Не Вдаль, вниз, в вдаль. бок, Нет, вверх? в бок. Хорошо. С воронкой пересекаются? Нет. Хорошо. Только два канала, да? Сейчас я еще по чакрам другим. Я просто вот что первого видела. Давай. Да нет.
Хорошо. Вот эти Переключись на... только два и Мгм. все. Давай тогда другую частоту посмотрим. С этими каналами вернемся позже. Переключись на следующую частоту. Просканируй частоту всех чипов, имплантов, конвертеров энергии. На уровне ДНК, на уровне клетки, на уровне тела, на уровне фантомов, чипов, имплантов, конвертеров любого типа, любого назначения, видимых и невидимых, мимикрирующих и нет. Пошел импульс по всем космическим авторизациям. Вибрируют все космические авторизации. Раз, два, три. Ефим, ощущаешь сейчас вибрация? М. У меня, в принципе, все тело как бы мелко вибрирует. Да, тут Хорошо. просто весь фантом усыпан в чипах. Просто весь. Вот, по-моему, живого места нет. Это что-то. То есть вот фантом, М. и весь как бы в чипах. Сколько систем там? Проводки, Смотри. чипы. Сейчас. 5. 5 систем. Да. Слушай, ну он должен быть достаточно сильной структуры, если столько на него подключек, значит его сдерживают эти все. Просто я знаю по своей практике, Ефим, что чем больше на человека накидывают всяких гадостей, значит, тем сильнее в нем сила. Значит, это сдерживание идет твое. Надо посмотреть потом, откуда ты такой пришел. Что тебя, Да. Хорошо. что тебя блокирует со всех сторон. Видишь, они не хотят, чтобы ты здесь находился. Даже Если б ты... программу стерли. Это, Даже конечно. программу тебя стерли. Если бы Да. ты был такой слабо значимый для них, они бы тебя не трогали. Значит, что-то в тебе есть, Ефим, что-то очень сильное. Хорошо. Лена, давай по чипам пройдемся. Что там за энергии? Ой, сейчас я разберусь, откуда мне начать. Ну, начну, наверное, сверху. Мгм. Но здесь просто все усыпано, понимаешь? Столько информации, я сейчас, подожди. Ох. Вот здесь в районе головы я вижу, как некая вот район, где скулы, а лобная часть, как такое зеленообразная структура. И я вижу это как на физическом плане, то есть это как гной, что ли. Вот Она здесь, всегда сковывает мне скулы. вот здесь скулы, такая зеленая. Это Мгм. вот, то есть из-за вот этих чипов. Мгм. Вот он, откуда у меня позамоторный ремнит. Постоянно гной, кровь из носа. Непроходимость энергии. Мгм. Вот то, что изначально Ефим говорил, у него глаза дергаются, да, помнишь, он говорил? Да, они Вот сейчас очень здесь дергаются. тоже как бы на мышцах сидят чипы Очень сильно дергаются. сзади. Не могли бы вы остановить? Давай, Ефим, настройся на свои глаза. Сейчас на счет 3 я скажу слово «ток», и дергание пройдет. Раз, два, ток! Полегче? Да, прошло. Отлично. Причем вот эти чипы, они как бы с глубокого детства. Ефим должен был как чем-то таким переболеть, тяжелое что-то было, только либо тяжелый какой-то грипп, прям, что вот от этого все пошло. Паротит Б. Вот. От этого как Что бы такое паротит Б? Я не медик. Воспаление лимфоузлов по всему А, я телу. вот вижу, да, вот здесь тут тоже воспаление идет. Вот из-за этого пошло. Далее здесь, что касается, а, ему перекрыли канал с высшими силами м, полностью мгм. перекрыт.
Творческий потенциал перекрыт. Ну, здесь перекрыто. Вот этот район макушки, здесь полностью как бы все перекрыто. Родничок. Да. Вот. Ай. Вот касаемо район, значит, начиная с горла, грудь, вот здесь прям на щитовидке Да, очень пост- много подключек, постоянно как сдавливание идет. кашляю постоянно. Кашляю постоянно и сдавливает, и слизь какая-то. Да, здесь как бы идет вот через вот это вот воздействие, это тоже идет на эмоциональную сферу воздействия, то есть эмоциональная нестабильность. И вот через щитовидную железу идет как бы сбои по всем, то есть по всем органам, через гормональную систему идут сбои по всем органам. То есть органы не достает неких сигналов, что касается гормонов, чтобы работать в полную мощь. Вот. Далее. Вот в районе груди, здесь на легких тоже чипы, бронхи доходят до брончиалия, как есть, то есть бронхи широкие, а есть как бы, Бронхологическое дерево разветвляется. да, разветвляются на более такие мелкие, и даже Бронхиолы. бронхиолы на русский, да, и даже вот там вот присутствуют такие, как точечные такие подключения идут. Есть какое-то откашливание слизи? Да, Вот здесь вот прям вижу такое слизеобразная структура, которая вкачивается в легкие, и вот эта слизеобразная структура блокирует. Так, ну, руки, здесь идет как бы выход вот этой всей высоковибрационной энергии, стяг идет. Проблемы с суставами присутствуют. И это потому, что я вижу некие как бы похрустывание такое. да, Потому что здесь как бы вот эта жидкость межкостная. синовиальная жидкость. Да, я просто на русский, я не знаю, как это. Это Я медицинский говорю, термин. да, я понимаю. И, значит, вот эта жидкость, оно как бы вытягивается. Потому что в этой жидкости присутствует также энергия. И оно как бы вытягивается. Так. Тахикардия, сердечно-сосудистая система. Так. Повышенный пульс. Здесь подключки на сердце присутствуют. Тут вообще везде это разобрать. Ну, по всему позвоночнику. Не то, что по позвоночнику, тут как по всей спине, я бы сказала. Не то, что по позвоночнику. И район позвонок 10, доходя до L5, здесь идет такой как бы диск вставленный. Темного цвета, такой круглый. А что этот диск делает? Тоже энергию снимает с него лишь? Он крутится. Он крутится. По часовой или против? По. По часовой. Угу. И что он делает? Да, что он забирает с него, этот диск? Сейчас Какая читаю. программа в нем? Угу. Сейчас посмотрю. Я вижу, как вот с этого диска идет энергия район затылок, часть идет творческой энергии в этот диск,
энергия с позвоночника высоковибрационная идет в этот диск. И когда диск начинает крутиться, эта энергия как-то более уплотняется и уходит вверх. Это своего рода как какой-то, как конвертирует, что ли, вот этот диск. Потому что я вижу, как заходит энергия, и она, извиняюсь, и она как бы становится более плотная и уходит вверх. Так. Простата есть 1, 2, 3. 3 чипа стоят. Почки стоят, чипы. Ноги, колени. В самих бедрах, в тазу стоят чипы. В основном в задней части таза стоят чипы. Мгм. Ну, вроде все. По таким главным аспектам, скажем так. Потому что здесь как еще есть некие мелкие, которые как бы дополнительно еще с органов снимают энергию. Ну, тут как все усыпано, весь фантом. Хорошо. Хорошо. Так, то есть левая почка. Эзотерическая причина была. Там чип стоит, да? И в правой тоже стоит. Со спиной понятно, проблема откуда. Посмотри, почему трясутся руки, когда нервничает Ефим. Психосоматика на пальце. Потому что на Вот сейчас у него... на аксонах стоят. Что? На аксонах стоят чипы. И идет воздействие через щитовидную железу, импульсы идут. Импульсы, они, понимаешь, то есть нервная система, импульсы блокируются, как зашкаливание импульса не доходит. И на физике это как такой легкий тремор проявляется. Импульс не доходит, блокируется. Хорошо. Давай тогда посмотрим другую частоту. Сейчас. Отсоединись от этой частоты. Теперь просканируй частоту энергопаразитирующих сущностей в виде лярв, без интеллекта и других астральных паразитов. Пошел импульс по всем лярвам, вибрируют только лярвы. Так, в районе лба переживания. А именно за конкретная эмоция, за будущее идет на лбу. Далее район пупка, прямо на пупке одна лярва питается эмоцией страхов. Район груди, эмоция недовольства. И со спины, в середине спины, как раздражительность, раздраженность. Все. Хорошо. Теперь Ефим приказывает мысленно выйти всем ответственным за все чужеродные энергии в твоем биополе. Мысленно приказываешь. Выйти всем ответственным за все чужеродные энергии в твоем биополе. Лена, с каждой точки чужеродной энергии, которую ты нашла, протягивается энергетический следственный канал к ответственному за эту энергию, проявляется сам ответственный за все чужеродные энергии, которые не принадлежат источнику Ефима. 1, 2, 3. Два гуманоида.
Два Мгм. рептилоида. То, что сразу увидел, они вот Мгм. выстроились в ряд. М. Два спрута. Ух ты. Раз, два, три, четыре. 6 греев. Я в шоке. 2 гуманоида, 2 рептилоида, 2 спрута. 6 греев стоят. Офигеть. Офигеть вообще. Я Такого еще не видел. сама в шоке. Так, Ефим, Да, я слышал вас. ты директор космического зоопарка. Да, я слышал эту фразу, у вас смешно выглядит, но на самом деле не очень. Ну, я понимаю. Ну что, плакать же не будем в сеансе. Давай как-то это самое Немножко поднимать вибрации. вибрацию поднимем, да. Да? Да, да. Чтоб легче работалось, как говорится. Это ж, это ж сколько там энергии-то они пьют. Очень много. Хорошо, хорошо. Так, еще кто, Лена, смотри, кроме Голова космических. На нижней частоте демон. Мгм. Так, магическая частота женщина вижу. Она одна стоит. Заказчика нету? Нет, одна женщина стоит. Мгм. Такая небольшого роста, полноватая, темненькие глаза, темный волос. Не пойму, то ли золотой зуб, то ли отсвечивает. Но сейчас после идентификации будет почетче лучше. Проведи идентификацию, считаю эфирной ДНК. По структуре информации из эфирной ДНК воссоздай истинный и оригинальный образ. Снимаются все маски и голограммы, она предстает перед тобой в истинном оригинальном образе, исходя информацию эфирной ДНК. Раз, два, три. Женщина. Ну, не молодая, такого среднего, наверное, среднего возраста. Полненькая, Мгм. небольшого роста. У нее как черный волос, а здесь как платок, что ли, одет, что-то такое. Посмотри, Платок. пожалуйста, какое отношение она имеет к Ефиму, по какому каналу связи энергетическому они взаимодействуют. Знакомая, говорит. Знакомые. Как давно эта магия была произведена? Что-то мне идет слово сура. Что это? Сура? Сура. Не знаю. Без понятия. Что значит Сура, спроси. Зовут так? Что значит Сура? Говорит, то и значит сура. Не знаю, что она говорит. В каком языке это? Может, может ссора, ссора на молдавском это значит сестра. А, ну, ну это как сестра. Но это Ссора, не ссора, 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 Суара. Да. ссора. Мгм. Но это я не вижу, что по родовому каналу. Это как бы А почему она говорит? соседка, что ли? Почему она говорит сестра? Почему она говорит Суара? Почему говорит сестра? На молдавском. Кровь Что? идет, мне картина крови. Не пойму. Ефим, Да. давай разберемся. А у тебя есть сестра? Со стороны отца у меня есть две сестры сводные. Зина и Алена. Про ихнюю маму я говорил, что это первая жена моего отца, ну, по первому браку. Мама говорила, она занималась какими-то неплохими делами. А почему она говорит знакомая тогда? Почему не Ну, сказать, что потому сестра? что она сводная. Да, наверное. Не родная. Не Нет, не родная, родная, сводная. сводная. Вот, все, тогда это меня все, я поняла, хорошо. Суара, хоть. Суара, сестра. Ну А, вот, видишь уже как. выучили и молдавский, хорошо. Отлично. Так, а зачем она магию на Ефима навела? Что он ей плохого сделал? Что-то она мне вот так делает. Я не знаю, что это значит. Как знаешь, Ефим, когда об ладонь бьешь вот так рукой, что-то вот так показывает, вот так. Ну, хорошо, пусть скажет, Не знаю. что мы тут должны. Жесты понимать. Она такая
такая, ну, такая склочная немножко. Мгм. Сейчас спрошу, зачем. Ефима, она темненькая, да? А я ее ни разу не видел. Во всяком случае, не помню. Я маленький был. Мама говорит, что как-то раз они встречались, пересекались все вместе. И я, отец, и она, но я не помню это. Мгм. Сейчас, минуту. Она говорит, за счет него судьбу улучшить хотел свою. Мгм. Мне мама говорила, она ходила какой-то перед моим рождением, перед какой-то гадалки. Она сказала, что у нее были дети без пары, то есть мои сводные, я парный. Ей сказали, что я очень счастливый, и за мое счастье будут многие жить. Это насколько я знаю. Она стянула твою часть твоей судьбы, подмена судьбы произошла, поэтому мне изначально шло, то есть демоническая сущность обнулила, и мне шла вторая информация как подмена. Вот Подмена подмена как качество. произошла именно на магической частоте. Подменила свою как бы тебе, а твою стянула себе. Подмена произошла. Мгм. Понятно. Да. Хорошо. Значит, мастер, демон. Два. А, что 2? Два. Ну, я на космических хотела перечислить. Еще. Космические я уже сказала, да, или нет? Космические ты сказала. 2 А, гуманоида, 2 рептилоида, 2 спрута, 6 греев. да. Демон 1. Один. Ну, вот, да. Мастер 1. Один. Бесплотные есть? Нет, бесплотных нет. Отлично. Так, ну что, давайте разбираться. Да. Так. Кто первый вообще из всех этой компашки космических, кто там главный, Алена? Пусть выйдет, шаг вперед пусть сделает. Спрут, отвечающий за район головная область. А вот над ними, над всеми, кто командует? Над гуманоидами, рептилоидами, греями. Кто там главный всего этого проекта? Это же не просто так со всех сторон накидались все. Кто главный там? Чё-то тишина. Гуманоид вышел вперед. Хорошо. Как его зовут? Харан. Говорю. Харан. Дашь пообщаться с Хараном? Да. Будь добра, подсоединись к нему. Харан. Харан. На. Приветствую. Может, ну расскажи мне, Харан, что там происходит? Почему столь крупное внимание к данной особе? Энергия. Вас двое здесь, еще два с рептилоидами делите энергию, 2 спрута, еще греев 6, целый демон стоит. В чем качество такой энергии? Почему так много вас? Сочная. Кто он, Харан? Он. Свет.
Откуда он? Откуда его душа? Отовсюду. Абсолютный? Да. Мгм. А какую иерархию он в абсолюте занимал до проявления воплощения на Земле? В нем есть некое ядро энергии, Мгм. которая нужна нам. Какая это энергия, Харан? Чем она отличается от других людей? Если перевести на ваш язык, энергия это может менять структуры, рассеиваться, принимать более плотное состояние и среднее. Я не знаю, поймете ли вы меня, о чем я вам говорю. Постараемся. Харан, а ты там главный руководитель этого проекта по выкачке энергии с Ефима? Я подключен именно к этому ядру. Мгм. А где? Находится между сердечной чакрой Мгм. и жизненной энергией. Харан, а зачем ты делишься с остальными? Я не понимаю. Имеет Да, давай, договори. мерцание разных цветов Мгм. на вашем, как радуга. Мгм. Так. А, еще раз повторю вопрос. Зачем ты делишься со всеми остальными? Почему ты сам не займешь это все полностью? Я занял место, где мне нужно. Мгм. Остальное меня не интересует. Мгм. Энергии, которые скачивают с остальных областей, мне не интересны. То есть там, смотрю, тоже какие-то интересные энергии. Коль там по два или по два с рептилоида, 2 спрута, 6 грейв. Энергии много, Мгм. Мгм. большой объем, и Мгм. есть что взять. Скажи мне, пожалуйста, а зачем программу поменяли? Что она вам дала? Почему программу не оставили? Я не менял ему программу, А как ты думаешь? Зачем мы поменяли нижние программы? Ты же умный, Харан. чтобы он не нашел истину. Мгм. Мгм. И не обрел внутренний баланс, потому что когда он обретет внутренний баланс всех энергий, Мгм. та энергия, о которой я вам говорил, раскроется. Мгм. И что будет, когда она раскроется? На физическом плане это не выявится какой-то особенности, а вот на тонком плане это для нас не очень хорошо. Почему? Чем она вам вредит?
потому что эта энергия издает импульсы, которые не позволяют нам приблизиться ближе к людям. Она нас уничтожает. Своей высокой вибрации? Не только. Хорошо, Харам. Идет некий импульс перепрограммации матричной системы планеты Земля. Я меняющий реальность. Помощь планете Земля. Сейчас приходят все больше таких людей, которые имеют данные энергии, дабы воздействовать на матричную систему, менять ее. Через это мы не можем приблизиться к планете Земля. На близкое расстояние можем только наблюдать за ней со стороны и не имеем возможности подпитки. Я тебя понял. А таких людей должно быть, наверное, много, да, чтобы такая энергия не дала вам приблизиться к планете Земля? Да, сейчас их становится больше. Ну, это же программа, Харам, ты же знаешь, планета переходит на другую частоту. Да, каждый работает сейчас на своем уровне. Большинство людей даже не осознают и живут своей жизнью, но есть люди, которые приходят и меняют матричную систему. Их немного, но они имеют сильные энергии, сильные структуры. С помощью определенных сил, которые их присылают на Землю, идет воздействие на всю систему, как на физическом плане, так и на энергетическом. Понятно. Понятно. А нам это невыгодно, Ну, я чтобы понял. становилось вас больше. Ну, ты же понимаешь, что процесс эволюции идет, Земля поднимается. Да, я знаю. Сколько вам времени осталось? На ваше исчисление 60-70 лет. Немного. Я понял тебя, Харам. Хорошо. Оставь меня с Леной. Лена, отсоединись. Да. Лена, отсоединись. Лена. Как себя чувствуешь? Хорошо. Ты какой? Я так и знал, Ефим. Ты непростой. Да. Непростой ты, товарищ. Я всегда повторял, я найду истину, и кружилась в голове, я меняющий реальность. У меня даже иногда получалось. Я создавал такие ситуации людям осознанно и неосознанно во благо. Вот. Как волшебник я был. Они не понимали, но у меня не всегда получалось. У тебя получается всегда, Ефим. Просто эти интерференты тебе мешали. А сейчас мы тебя высвободим, ты будешь это делать. Спасибо. С полной мощью. Хорошо. Так, ну что, в принципе, мне тут все понятно. Демон там тоже присоединился ко всей этой бригаде. Со всех сторон они его заблокировали. Да, это точно. Хорошо. А давай теперь что, обмен произведем, да, Лен? Угу. Ефим, Да. слушай мой голос.
Да. Сейчас, во-первых, Лена, где эти ответственные стоят? Ефим их не видит. Нет, они позади фантомов, что Пусть станут, космические. Демон пусть повернется. Повернись, Ефим, они сзади тебя все стоят, чтобы ты чтобы ты их видел четко и ясно. Раз, два, три. Прикажи им встать перед тобой, чтобы они стояли перед твоим видением. Встаньте. Все встали перед тобой, чтобы ты видел всех гуманоидов, рептилоидов, спрутов, греев, демона. Глазные яблоки сильно мерцают, и я не могу сосредоточиться. Хорошо, ничего, сейчас Ну, раз. пока еще эти подключат. Сейчас, Ефим, мы произведем обмен энергией. Хорошо. Ты передашь всю ту энергию обратно всем ответственным по каналам связи, которые к тебе подключены, они все. Они все подключены к тебе по каналам энергетических связей. Ты передашь всю энергию, все, что ты получил от этих нижних миров, от гуманоидов, от рептилоидов, от спрутов, от греев и от этого мастера. Ты все вернешь им обратно, всю темноту, которую они в тебя, скажем так, все передали, ты возвращаешь им обратно. Когда я скажу, Ефим. Хорошо. Когда я скажу «пошла энергия», Ефим, ты начинаешь дышать. Ты как бы энергетическим дыханием выталкиваешь эту энергию. Вот по типа ротик пошире открываешь, чтобы губки не мешали. Хорошо. Буковку «О» делаешь и выдаешь полностью всю энергию, чтобы ничто не мешало, ни зубки, ни губки твои. Хорошо. И выдыхаешь, пока Лена не скажет «стоп». Хорошо. Подсознательная часть готова, Лена? Да, готова. Все, на Полный счет 3 полный. начинаем процесс. На счет 3, Ефим, передаешь всем ответственным, этим демонам нижним мирам. Там один демон, на всякий случай, всем представителям нижних миров. 2 гуманоидам, 2 рептилоидам, 2 спрутам, 6 греям. И этому мастеру ты передаешь все, что ты получил от них с момента их подключения и образования в твоем биополе. 1, 2, 3. Пошла энергия, Ефим. Выходит вся чужеродная энергия. Обратно ко всем ответственным. Все, что ты получил, возвращается к ним в полном объеме. Всю ту энергию, которую они передали, вкачали в тебя, ты передаешь им в полном объеме. Этим рептилоидам, спрутам, этим греям, этому демону, этому мастеру. А черная пока идет, то есть когда черная выходит, следом идет такая зеленая, темно-темно-зеленая, серым смешана с каким-то коричневым. Такая тяжелая. Каждым выдохом усиливается поток. Все больше и больше выходит из тебя вся чужеродная энергия, все чужеродные программы, все чужеродные информации, все, что не принадлежит твоему биополю, возвращается к ним обратно в полном объеме, а также этому мастеру возвращаешь все, что получил от нее. Еще давай. Без фанатизма, Ефим. Просто выдыхай. То голова закружится. Еще сильнее пошел. Вот правая нога еще осталась, твоя. Немножечко еще. Готово. Отлично, отдыхай. Руки завибрировали сильно-сильно. Ага. Вот она. Прям как электричество. М-м-м. О, Господи, как сильно. Хорошо. Теперь, Ефим. Как магнит. Да? Теперь, Ефим. Ты забираешь... подожди, стоп. Лена, моделируешь... Я поставила тему. Молодец, умничка. Смотри. Теперь, Ефим. На счет 3. Ты забираешь у всех ответственных, которых ты видел, которым сказала Лена, у 2 гуманоидов, 2 рептилоидов, у 2 спрутов, у 6 греев, у демонов, у нижних миров, не знаю, один он там. И у мастера один. И у мастера забираешь весь свой упущенный потенциал, все свои качества обратно забираешь. Свою судьбу. Свою судьбу забираешь, упущенное время, упущенное здоровье. Когда я скажу «пошла энергия», теперь на вдохе, как пылесосик, втягиваешь себя. Готов? Да. 1, 2, 3. Пошла энергия. Забираешь свою чистую энергию всех ответственных в полном объеме.
Все, что принадлежит твоему источнику, возвращается тебе обратно в полном объеме. Забираешь энергию гуманоидов, у демона, у рептилоидов, у китов, у греев. Забираешь свои качества, свою судьбу этого мастера, свой потенциал, упущенное время. Все, что они у тебя изъяли, возвращается тебе обратно. Ибо по закону это принадлежит тебе. Энергия идет золотистая, смешанная с разными цветами, вот как радужная такая, Дыши, переливается. дыши, дыши, пока Лена не скажет стоп. Наполняйся, наполняйся, забирай свои качества, свой потенциал, упущенное время, упущенное здоровье, всю свою энергию, всю свою мощь, всю свою силу. Все приходит тебе обратно. Втягивай, втягивай. Наполняйся, наполняйся. Каждая твоя клеточка наполняется твоей энергией. Каждый твой орган, каждый фантом. Вокруг него даже выстроился как кокон. Вот знаешь, раньше вот телевизоры с такими полосками разных цветов были. Сейчас, Лен, я тебя немножко не слышу. Сейчас эфир продышится, потом скажешь. Из-за дыхания не слышу. Готово. Контроль. Отлично. Как себя чувствуешь? Хорошо. Мгм. Руки вибрируют. Мгм. Хорошо. По-моему, какими-то полосками. Так, что там с полосками, Лена, ты Ну говорила? вот фантом, когда забрал сейчас энергию, он как вот радуга в полосках, и вокруг стал фантом него тоже в таких же полосках радужных, разноцветные. Мгм. Мгм. Первый раз Отлично. такое вижу. Отлично. Хорошо. Как подсознательная часть Ефима себя чувствует? Замечательно, говорит. Мгм. Пусть раскроет свою глубинную память. Кто она и зачем она пришла на Землю, какая цель у нее. Она осознает себя? Говорит, меня выше послали. Вот. Силу свою осознает? Да. Пусть прикажет теперь. Мастер законы магии знает, магию готов снимать? Давай с мастером Ну, разберем. недовольна, конечно. Сейчас Что-то там подсознательная часть отправляет эмоцию мастеру. Мастер становится радостный и довольный. Ему хочется снять эту магию с большим желанием. Передаешь ему эту эмоцию. Мастер Мгм. боится тебя, ему страшно. Он боится, он хочет быстрее все снять и уйти оттуда. Да, она снимет. Пошел процесс. Через канал входит в фантом белая энергия сейчас. Стоп. Стоп. Сделай откат. Я Откат просто этой сейчас энергии. идентификацию энергии провела, она потемнела. Мгм. Сейчас качает. Так, сейчас я скажу, чтобы оно нормально отключалось. Нет, всё. Забирает обратно, уходит обратно эта энергия, которую она пыталась скачать. Обратно к своему владельцу уходит. Подсознательная часть не позволяет чужеродной энергии войти в нее. Полная Заблокировал. осознанность. Заблокировал. А теперь пусть вытаскивает свой, отдает обратно. Снимает свою магию, свои программы, снимает свои каналы. Снимает. Никакую энергию
Не передает, пусть просто снимает канал. Не передает, уже не передает, снимает. Готово. Хорошо, давай проверим ее на импульсную проводимость. Пусть подсознательная часть проведет проверку. Просканирует себя лучом света, свет внутри него. Если есть магическая программа. А также после проверки себя на магические программы отправит импульс на импульсную проводимость, проверит мастера. Создаст импульс света, придаст ему свойства стихии огня, отправит в сторону мастера. Если мастер не отключился от биополя, имеет свои программы и свои энергии в биополе. Биополе находит их, прожигает канавы, сжигает мастера. Пошел импульс. Нет, не горит. Не доходит. Хорошо, открывается портал, падает на свою частоту. Закрываю, запечатаю. Готово. Угу. Теперь пусть прикажет отключиться нижним, представитель нижних миров, этому демону. Да, он уже пошел. Угу. Ефим, ощущения есть какие-то по отключению? Легче стало, как будто спокойней. А. Голова такая, как ступор, тупость какая-то, вроде как Там два спрута у тебя еще, подожди. Они на голове сидят. Да, тут на космических прям засыпали тебя. Сейчас демон отключится. руки так приятно вибрируют. Угу. Какая-то сила, как будто в них. Конечно. Конечно, А ты думаешь, что у тебя тут целый зоопарк собрался вокруг тебя? Они же твою силу блокируют, чтобы ты не мог. Он же тебе сказал, гуманит, ты же слышал. Да. сейчас демон копается. Готов. Вроде как. Спроси его, полностью ли он отключился. Если он не полностью Нет, отключился, говорит. то он может сгореть сейчас. Он хочет сгореть? В абсолюте. Нет, не хочет. Сейчас хочет. А Пятки. тогда пусть отключается. Все, говорит. Теперь все. Давай проверим его на импульсную проводимость. Также тонкокопия создает импульс света, продает ему свойства стихии огня, задает ему программу, отправляет в сторону демона. Если демон не отключился, имея свои программы скрытые подключения биополя, находит их и сжигает его. Раз, два, три, и пошел импульс. Нет, демон не горит. Хорошо. Он Хорошо. уходит. Нет, не уходит, стоит на месте. Ефим, прикажи ему замерзнуть. Замер, он застыл. Стоять на месте. О, говорит, я хочу уйти. Нет, пока ждешь, стоишь здесь. Ты стоишь на месте. Стоишь, замер, застыл. Хорошо. Замер, застыл. Спруты пусть отключаются. Пошел процесс. И по Ой, очереди дальше. Тимур, давай здесь сделаем по-другому, потому что Давай, сейчас это будет очень долгий процесс, когда каждый будет отключаться. Давай вторую аффирмацию зачитаем, потому что при второй мне космические отлетают. Могу и первую зачитать, могу вторую, как тебе удобно. Давай вторую. Давай манифестом. Хорошо, сейчас мы манифестом. Ефим, Да, повторяешь за мной про себя. да. Одну секунду. Одну секунду. Да. Сейчас пока тут посмотрю. Угу. Я, Райлян Ефим Ефимович, рожденный 30.05.1979 года рождения, заявляю о своей воле. Я расторгаю все контракты и обязательства с любыми сущностями, существами и людьми.
Я возвращаю себе все мое, мою силу, мою энергию, мою радость, мою волю, мою душу. А все, что мне не принадлежит, возвращаю их источникам и их хозяевам. Я наполняюсь из моего внутреннего источника в сердце моем, а всем остальным предоставляю право наполняться из их внутреннего источника. Я ни от кого не питаюсь энергией и никого более не питаю своей жизненной силой. Все сущности Нижнего мира, иных миров, я благодарю вас за совместный опыт, но более я в вас не нуждаюсь. И с благодарностью вас отпускаю. Изыдите из меня прямо сейчас. Я возвращаю вам все ваше, а все мое возвращаю себе. И я запрещаю вам отныне и впредь подключаться ко мне и питаться моей жизненной силой. Да будет так, ибо я есть тот, кто я есть, и моя воля — закон для вас, и для всего, что происходит со мной в моем мире, в моем теле, в моей душе, в моем сознании. Дух мой, наполни меня собой. Исцели во мне мысли, формы и желания, которые не согласуются во мне с потоком жизненной силы, наполняющим меня из моего внутреннего источника. Дух мой, приведи все мои мысли, все мои подсознательные программы, верования, убеждения, все мои частички, в том числе вновь возвращенные мне, в согласие с потоком жизни во мне. Восстанови единство и целостность всех моих частей. Дух мой, сплоти воедино все части мои вокруг моей божественной сути. Помоги мне познать и признать, проявить мою божественную суть в этом воплощении. Благодарю Тебя, Дух мой. Душа моя, прости меня за все, где я поступал против Тебя, против любви, против жизни. Я выбираю жизнь. Я выбираю жизнь. Я выбираю жизнь. И да будет так, ибо я есть тот, кто я есть. Благодарю Тебя, душа моя, источник мой. Благодарю, благодарю, благодарю. Новые условия вступили в силу. Лена. Мгм. Сейчас вот все подключки, что были, они как бы взрывом отлетели от фантома. Мгм. Фантом поменял свой облик при Мгм. манифесте. В такой обтянутой, высокий, обтянутая одежда такая, как разными цветами, цвета радуги, что-то такое. И вот в районе горла круглый значок, где нарисовано солнце. Мгм. Ободок тоненький, и по этому ободку идут такие импульсы, и длинный волос примерно вот до плеч Мгм. распущен, синеватого цвета. Переливается вот так какими-то импульсами тоже как переливается. Как зовут это божественное создание? Какое глубинное имя? Мне что-то несколько идет, но первое как Коран какой-то. Коран. Мгм. Хорошо. А что с интерферентами? Стоят. Мгм. Нужно Они потом зачистить вот этот весь мусор из металла, потому что он тут вот прям под ногами вот как отлетел вниз.
Все как Давай на импульсную рассыпалось, так проводимость все, проверим. и Давай на оно импульс. как бы... Давай проверим на импульсную проводимость. Первый отправляет импульс в сторону гуманоидов, если они отключились, сжигает их биополе, пошел импульс в их сторону. Сейчас они выстроятся, уже они как позади фантома стоят, я их плохо Так, вижу. встали в строй. Угу, все. Отправляем импульс в сторону гуманоидов. Если они отключились, сжигает их биополе, пошел импульс. Нет, гуманоиды не горят. Также отправляем импульс в сторону рептилоидов, если они отключились полностью, сжигает их биополе. Проводится по их каналу импульс. Нет, не горят. Мгм. Также в спрутов отправляем импульс, если они отключились, сжигает их биополе. М, Теперь в М. 6 греев отправляется импульс, если не отключились, сжигает греев биополе. Пошел импульс. Нет, ни до кого не доходит. Все стоят. Хорошо, теперь Ефим. На счет 3 ты создашь мыслеформу в своей голове о полном уничтожении всех представителей чужеродных энергий. Демонов, рептилоидов, гуманоидов, спрутов, греев. Гуманоид говорит, не надо, отправь лучше через портал. Не нужно его импульса, он говорит. Да? Ну, извините. Тимур беспощаден. Ну, они мучили человека, блин, всю жизнь, а теперь Они это не сам. мучили, тоже некая Хорошо, ладно. выдержка. Хорошо, пусть гуманоиды выходят. Открываем портал на их частоте. Он там нам рассказал много, поэтому открыть. Мы тоже. Что? Все остальные мы тоже. Не-не-не-не, вы стойте. С вами сейчас будем процесс производить. Так, гуманоиды ушли, я закрываю портал. Мгм. Два Теперь, портала. Ефим, ты создашь команду мыслеформы полное уничтожение любого вида чужеродной энергии в твоем биополе, а также чужеродной информации, чужеродных программ. Под командой уничтожения подразумевается техника, при которой ты аннулируешь любого вида разрешения на подключение чужеродной энергии, присутствие чужеродных энергий, чужеродных программ, а также их ответственных в твоем биополе. Как только ты полностью аннулируешь любого вида программы, любого вида разрешения на авторизацию чужеродной энергии, а также наложишь запрет, биополе автоматически их вытеснит за свои пределы. Ты готов? Тимур, подожди. Да, Тут, стоп. пока ты говорил, тут быстренько рептилоиды и все остальные представители на себя коконы натянули свои. По причине того, что рептилоид говорит, что если сейчас он произведет взрыв, они будут аннулированы. Их наработки будут аннулированы. А они себе как бы коконы поставили. Да, они боятся. Ефим, Да. раствори их коконы мыслеформой. Раз, два, три. Да. Растворяй их. Рептилоид возмущается, говорит, мы нарабатывали столько веков, а вы сейчас просто так аннулируете. Вот один возмущается. Ну, что поделать? Раз. Создаешь мыслеформу. Демон побежал. Создаешь мыслеформу полного Все уничтожения. разбегаются. Тимур, Так. Ефим, прикажи им всем встать, все они замерзли, застыли. Всем стоять, замереть. Что они убегают. Раньше они были, ты был узником их биополя, теперь они узники твоего биополя. Стоять, всем не двигаться. Стоять, не двигаться. Раз. Создаешь мыслеформу полное уничтожение любого вида чужеродной энергии, а также их представителей, всех чужеродных программ, чужеродных информаций. 2. Усиливаешь волей и намерением. 3. Уничтожение полное. Пошло уничтожение. Полная аннуляция любого вида разрешения на присутствие биополя. Полное наложение запрета. Уничтожи. Лена. Ни взрыва, ничего не было. Ну, все представители стали прозрачными. Они вот стоят, их не фантомы, они просто прозрачные, как окаменелые какие-то. Угу. Они даже не двигаются. Просто как прозрачные стали. Стеклянные конфеты. Да, что-то такое. Говорит,
Он сейчас еще один импульс даст на растворение. Еще один импульс. Раз. Ефим готов? Да. 2, 3. Пошел импульс. Все, теперь рассеялись в пространстве, растворились. Хорошо. Интересно. Хорошо. Ефим, что сейчас ощущал в этом процессе? Силу какую-то. И как будто они как воск, как вода, как таяли все. И причем это я делаю мысленно, как о чем я говорил, как будто я как художник, что нарисую, то и будет. Причем что реально и что на физическом, что на тонком плане, что в уме. Я как волшебник. Да? Ты есть волшебник? То есть он как имеет волшебник? свойство аннулировать, не то, что их просто рассеять в пространстве, а конкретно аннулировать их наработки. Мгм. То есть обнулять. Хорошо. Как нижних, так и космических. Мгм. Отлично. Так, Лена, моделируй инструмент, частота 5000 Гц, обработай фантом от LR. Пошла модуляция. Также моделирую воронку про часовой стрелки. Пошла модуляция. Так, ляр-то и нет. А Ну, я все? Да, но я все равно зачищу еще. Зачищу, убери весь этот металлолом. Угу. Да, вот металлолом надо убрать. Сдай его. Уже денег дадут на эфирном плане. Которые мои забрали. У моей семьи и у меня. Что-что? Которые у меня забрали, у моей семьи и у меня деньги. Да, все. Пусть вернутся в полном объеме. Готово. Хорошо, воронка закрывается, уходит из биополя Ефима к самым недрам Земли, где полностью растворяется безвозвратно. Теперь поработаем с эмоциональным фантомом, с твоей сердечной чакрой, Ефим. Настройся на свое сердце, на свою сердечную чакру. Посмотри, насколько она заполнена темной энергией. Есть ли там темная энергия негативных эмоций, негативных воспоминаний, негативных мыслеформ, всех твоих обид, всех твоих разочарований с момента твоего рождения до момента здесь, сейчас, в этой реинкарнации. Насколько загрязнена твоя сердечная чакра? Посмотри по шкале от 0 до 100. Не вижу. Работаем по нулям? По нулям. Лена? Я тоже вижу светлый фантом. Прочищен, да? Отлично. Переходим к ментальному фантому. Ментальный фантом, Ефим, находится у тебя меж бровей, как третий глаз. В нем находятся программы. Программы, ты когда рождаешься без памяти, поэтому ты начинаешь взаимодействовать с этим пространством, начинаешь получать программы от родителей, от школы, неважно, от все, что на тебя взаимодействует, от социума. Также программы могут быть и от интерферентов. Теперь настройся на свой ментальный фантом и считай информацию, сколько негативных программ в твоем ментальном фантоме. И на счет 3 ты получишь ответ в виде мыслеформы. 1, 2, 3. Сколько у тебя негативных программ, Ефим? Не вижу. Нет, Лена. ничего. Лена? 0. Чист фантом. Теперь подними вибрации своего биополя до самого максимального значения вверх. Идет подъем? Да, я даже не успеваю следить за цифрой. Сколько у тебя сейчас? Какая цифра? Не успеваю следить, все очень быстро. Давай еще поднимай выше, выше, до самого максимума поднимай вверх. Лена, как подсознательная часть себя чувствует? Вообще отлично. От силы аж трясет слегка. Давай, еще выше тело. поднимай, до самого Да, максимума. фантомы трясется, как бы вибрации поднимаются. Тут вибрации по всему фантому. Достаточно, говорит он какой. Хорошо. Ефим стоит сейчас в 2 треугольниках. Идут потоки снизу, сверху. Треугольники вращаются по часовой стрелке. Я их вижу. Видишь, да?
Расширяю. Видишь, как раскручивается энергия? Один по один изумрудный. Один светло-голубой или сиреневый. Что-то. Раскручиваются эти треугольники, усиливается их раскрутка, начинают раскручиваться все мощнее и мощнее, как турбина. Да, аж ветер пошел. Ага. По-моему, сейчас кому-то будет плохо. Сейчас их всех снесет на этой... Сейчас вы у меня запляшете. Я почищу всю землю от вас. Давай, дорогой, давай. Сейчас. Давай. Отдай им, что они хотели. В кавычках. Сейчас и вы. Давай, турбина еще мощнее раскручивается. Почувствуйте силушку богатырскую. Бойтесь, бегите. Лучше бегите сами с земли. Конечно. Я вас везде настигну. И дай этой силой таким же, как ты, который на планете Земля. Пусть эта сила также перейдет таким же, как ты. Включаю все треугольники, которые вижу на Давай. планете. Чтобы все эти волшебники также активировались и раскрутили свою силу, свою мощь. Всем вращаться. Всем вращаться. Как ветряные метлицы. Давай, усиливаются их турбины, раскручиваются по полной. Все ребята закрутились, завертелись. Вспомните, кто вы. Встаньте, проявите вашу силу. Молодец. Освободить человечество. Освободить человечество. Освободить. Освободить души чистые, светлые. Закрутить. Так хочет Абсолют. Да. Включай свою миссию, активируй ее в полную. Твоя миссия полностью активирована, твоя энергия активирована. Это этот момент. Я аж гул слышу такой. Земля гудит. От радости. Отлично. На полную включай. Полный вперед. Включаю. Меняй реальность. Меняю. Земля будет очищаться. Чернота растворяться будет. Свет золотистый, как соты пчелиные, будет закрывать, защищать землю. Все души светлые, все человечество, воплощающееся здесь. Будет ставиться защита. Не может никто подойти. Никакие корабли черные, никакие ничего, никакая субстанция. Ефим, ты нас так без работы оставишь. Я с вами. Крутится, еще крутится. Раскручивай до максимума. Все радуются. Аж море волнуется. То, которое я видел. Посмотри, кто рядом с тобой, кто пришел. Не вижу. Я вижу как бы землю издалека и вращающиеся. Ладно, раскручивай. Треугольники. Раскручивай. Задай этим треугольникам свойства очищения. Они очищают всю энергию, заливают ее светом, растворяют тьму. Это как ветер. Он быстрее, свет. Это что-то вместе, но оно как свет, оно все черное, все сносит на своем пути, и рушатся все темные здания, все, что было наработано. И все включается. Мне надо с этой планеты улетать. Сейчас ко мне придут, скажут, ты что там натворил? Обсудил рептилоидов, обнулил демона, тут еще... Все, я успокаиваюсь. Хорошо, стабилизируйся. Руки вибрируют очень сильно. Отлично. Это твоя энергия. Расшири эту энергию до максимума. Пусть она начнет крутиться по часовой стрелке. По всему Тимуру твоему позвонят телу. в двери. Люди в черном.
Плюнь. Крутится энергия твоя. Раскручивай ее из рук. Раскручивай и усиливай ее. О, Господи. Давай, пошел, сильнее пошла раскрутка, раскручивай эту энергию, по всему твоему телу раскручивается, по позвоночнику, по всем твоим органам, по всем твоим частичкам тела. Меня Усиливается до максимума. всего трясет. Это Да, хорошо, это хорошо. Раскручивается до максимума, твоя энергия активируется до максимума. Лена, какое свойство этой энергии? Какой? Здесь Как? просто какой именно энергии. Ладно, хорошо. В руках, Здесь как просто будто... Что в руках, как Соедини ладоши вместе, соедини ладоши вместе. мысленно или на физическом? Как тебе хочется, как тебе удобно. Раскрути ее сильнее. Еще сильнее пошла раскрутка. через токи исходят через ладони. Токи. Да. Шар назывался сиреневый, сильный, светлый, фиолетовый. Руки как магнит с электричеством, очень сильные. Такое впечатление, что как только пальцем взмахну, и так Всё. и будет. Теперь создай между руками сферу из этой энергии. Ага, да, есть. А теперь с хлопком дай этой сфере разойтись по всему твоему пространству. По моей ауре. Да, вокруг тебя, чтобы все это пространство разошлось, эта сфера, весь твой дом, всю твою квартиру, всех твоих близких, все, что вокруг тебя. Биг Бен только не свали. Да, есть. Отлично, молодец. Жена, ребенок. Все, эта сфера и вся эта энергия входит в твою семью, полностью вычищает их также. Да. Меняет твою реальность. Меняет реальность под тебя такую, какую ты хочешь, такую, какую ты желаешь. Все становится чисто. Отлично, умничка. В доме становится светло, убрано. Отлично. Светло, тепло, все радостные. Отлично. Хорошо, Ефим. А теперь на счет 3, Ефим, ты перенесешься к своему источнику. Откуда твоя душа пришла на эту планету? Ты перенесешься к своему источнику. 1, 2, 3. Переносись к своему источнику, откуда твоя душа пришла на планету Земля. Что? Какая, не знаю, какой-то мысли формы, что ли. Первая альфа Альфа-Центавр. Альфа-Центавр, что ли. Да. Ты знаешь, что такое Альфа-Центавр? Я слышал, но не Я знаю. вообще первый раз слышу. Ну, это созвездие, по-моему, Альфа-Центавр. Звездами, я видела звезду. Мы вошли в звезду. Угу. Мы прям в нее вошли Угу. через портал. Фу, я дома. Тройная звездная система в созвездии Центавра. 2 компонента. Альфа-Центавр А, Альфа-Центавр Б. Круче. Вот. Тройная звездная система. Хорошо. Посмотри, что ты видишь на этой планете, на этой звезде. Извиняюсь. Поэтому столько энергии, да? Угу. Ладно, Все как будто хрустальное, как бы из стекла, но это не стекло. Кристаллы. Фиолетовый, темный, фиолетовый такой, да. Ближе к сиреневому. Угу. Хорошо, отлично. Сейчас, Ефим, на счет 3 ты повернешься, и тебе подойдут твои родственные души, которые знали тебя на этом Альфа-Центавре, твои близкие. 1, 2, 3, поворачивайся. Кто к тебе подошел? Я не вижу. Лена. Жена. Жена? Ну, там духовная. Духовная жена на Альфа-Центавре, да? Угу. А как и выглядит Ефим на Альфа-Центавре?
Тут как-то все, знаешь, в разных энергиях. И по этим энергиям расходятся токи. Мгм. И энергии разные, они и плотные есть, и такие более рассеянные. И вот эти токи, которые сходят по пространству, это как бы некая защитная оболочка. Мгм, мгм. Отлично. Так, Ефим, ты ощущаешь какие присутствие твоих родственных душ или кто-нибудь, кого-нибудь? Приятные вибрации по телу. Хорошо. Какая-то, как что-то теплое, как будто передает мне привет, как будто щекой трется ко мне. Да, она тебя рукой щеку так взяла. Ну, то есть И улыбается. Хорошо. Говорит, Лейла, Синхронизируйся. Ефим, как? Лейла, Лейла? Лейла, да. Меня сестру так зовут. Серьезно? Да. Круто вообще. Ну, Лейла с арабского это ночь, Лейль, да? Ну ладно, хорошо. Так, Ефим, давай теперь зарядись с этого источника, синхронизируйся со своей супругой духовной. Раз, два, три, пошла синхронизация. Полностью синхронизируешься со своей звездой Альфа Центавра, с этой энергией, заряжаешься от ее источника, разблокируешь свою внутреннюю память. Кто ты на самом деле? Попроси Лейлу разблокировать ему внутреннюю память, которую ему стерли перед переходом на планету Земля. Лена. Угу. Она уже делает, она как в него вошла. Ефим, что ощущаешь? такое приятное, что-то свое, радостное, легкое. Мгм. Прими эту энергию в полном объеме, зарядись от нее. Разблокируй свою память, вспомни, кто ты на самом деле, какая мощь и сила в тебе. Кто ты и зачем ты. Полная разблокировка, полная распаковка. Он имеет свойство менять программу матричную. И то есть его вот эти энергии. Мгм. Можешь подсоединиться к Лейле? Я? Ну, я бы тоже бы хотел, но я не могу. Да, пусть она тогда с него выйдет, потому что... Ну или к обоим сразу, что ли. Ну, ладно. Да, вышло. Вышло, все. Сделай глубокий вдох и глубокий выдох. И оставь меня с Лейлой. Сейчас, подожди, мне нужно удобное положение принять. Лейла. Приветствую. Пообщаемся? Приветствую вас. Угу. Расскажите, пожалуйста, нам про Ефима. Что вы о нем хотите знать? Ну, почему у него такая сложная программа на планете Земля, столько интерферентов было, вот он пришел, его душа пришла Он к нам. сам выбрал этот путь Мгм. Для чего? для понимания, кто он есть Мгм. на планете Земля. Мгм. Мгм. По пребыванию на планете Земля он забыл свою суть. Мгм. Ну, ему же память стерли. Частично. А вы могли бы ему полностью разблокировать его память, чтобы он знал, кто он, еще больше осознания получил? Ему сейчас
Не нужно ничего разблокировать. Мгм. Он знает, кто он есть сейчас. Мгм. Ефим, у тебя есть Да. вопросы к Лейве? Задай вопросы, которые тебя интересуют. Лейла, что я должен в будущем делать? Вы мне поможете, подскажете? Да, я тебе подскажу. Как я узнаю, что это ты? Что это я? Где? Что ты обращаешься ко мне? Я По- сейчас разговариваю с тобой, но когда ты покинешь данное пространство, я больше не смогу с тобой общаться. С тобой общаются другие наставники, но не я. Хорошо. Как я узнаю, когда мои наставники будут приходить? Ты это почувствуешь на физическом плане Каким и образом? увидишь их во сне. Это чувствуется некая уплотненность в твоем биополе и мурашки по телу, прохлада. Спасибо. Чем я могу заниматься в дальнейшем? Моя профессия, имею в виду, мирская, кроме моих способностей. Чтобы помогать моей Свою семье. мирскую профессию ты уже выбрал, но я понимаю, что тебе не нравится то, что там происходит. Тебе нужно поменять просто свое направление и идти больше по традиционному пути, стать самостоятельным в этой сфере. Тебе это даст успокоение, умиротворение внутри тебя самого. Я что, могу лечить людей? Да, Каким образом? что значит каким образом? При помощи Своими знаниями, своим опытом. Но для того, чтобы это делать, тебе еще нужно подучиться. Прошу помочь мне, научить меня этому. Я, к сожалению, не могу помочь научить тебя в физическом плане чему-либо. Это можешь сделать только ты сам. Хорошо. Я не имею права вторгаться в матричную систему Земли, в энергии земные. Я нахожусь здесь. Тогда мое «я» подскажет мне архангелы и ангелы. Не совсем поняла вопрос. Ангелы, архангелы из абсолютного пространства, он имеет в виду. Подскажет ему, куда обратиться, как ему обучиться, как использовать ту энергию, которая у него в руках. Я не говорила о энергиях сейчас. Я говорила о пути физического плана. Поэтому я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Его энергии имеют свойство менять матричную систему, перепрограммировать тех или иных существ, также имеют свойства защитные. Но я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Кроме того, что я занимаю, у меня есть такие возможности, и я научусь этому защищать мир и помогать. Твое тонкое тело знает, что ей нужно делать. Хорошо. Твой физический план должен помогать людям в бедах. Хорошо.
Я понял, спасибо. Лейла. Хорошо. А есть ли еще какие-то слова предназначения либо предостережения для Ефима? И как его звали, когда он был на Альфа Центавре? Предостережение есть в первую очередь не думать о всех сразу людях. Всем ты не сможешь помочь. Да. Научись для начала думать о себе, развивать себя. Начни со себя, и мир изменится. Эта фраза мне часто приходила ко мне. Да, так и есть. Помоги себе сам, поможешь всем. Да. Хорошо. Благодарим тогда Лейлу. А как звали Ефима, когда он был на Альфа Центавре? Можем узнать? Каран фан Таредейл. Ого. Хорошо. Благодарим Лейлу. Оставьте тогда меня с Леной. Лена, отсоединись. Я Лен. благодарю вас за возможность встретиться вновь с тобой. Во благо. Спасибо. Лена, отсоединяйся. Лена. Лена. У нее волос как шланги. Да? Да. Она прям в меня вошла. Какая энергия у нее? Приятная. Более такая, как давит немножко, но не сильно такая. Ну, приятная. Немножко прохладная. А волосы у нее как шланги, прям так до пол. Хорошо, давайте тогда уходим из того пространства, поблагодарим всех за общение и переносимся в нейтральную зону. Раз, два, три. Нейтральный. Ефим ушел? Да. Хорошо. И сейчас мы начинаем выгружаться. Мы уже около 3 часов в трансе. Сейчас, Ефим, я посчитаю от 1 до 5. И ты вернешься в настоящее время, откуда слышишь мой голос. Не спеши, не спеши. С возвращением. О, спасибо. Какой-то я легкий совсем стал. Ну, в зоопарк ушел, конечно. Клетки опустели. Теперь заливайся, да, залился свет, заливайся любовь. Ой, аж голова чуть-чуть подкружила. Ой, ничего себе. Ничего страшного, ничего. Не спеши, Ефим, не спеши, аккуратненько. Аккуратненько. Попей сейчас чаю с сахарком, тебе легче станет, или с медом. Ну ты крут. У меня до сих пор все как будто так мелко-мелко-мелко, вот так вот, как будто по рукам вибрирует. Мурашки. А вы знаете, я вот поэтому я одолела это чувство, как будто что-то, как будто озарило, осенило. Это истина, иди к ней. Это точно истина. Большое вам спасибо за вашу работу. Во благо тебе. И постоянно мыслеформа вот это была. Я всегда хотел помочь людям. То есть иногда меня называли как рубашкой. Я отдавал всегда все себя. Иногда меня даже из этого корили. То есть говорили, ну а что ж ты себе-то ничего не оставишь. Конечно, не забывай про себя. То есть жертвы были такие своего рода. Даже нельзя жертвовать. жена даже обращала на это внимание. И приходила вот эта вот мыслеформа. То есть, когда приходила вот помочь, помоги себе сначала сам. Ну, помоги себе сначала сам. А я задавал вопрос, что я должен делать?
Она как бы говорила, типа, истина, истина рядом, иди. Да просто понимаешь, когда ты людям последнее даешь, помогаешь, там, да, последний сил, там, последнее, это все равно никогда не оценивается. Да, Никогда. Запомни, что никогда люди это не оценят. Не я даже, забывай, Ефим, что ты один пришел на планету Земля, и ты Да, также один из нее уйдешь. Да, ты не заберешь с собой ни людей, никого. У каждого своя да. программа, у каждого свой опыт. Каждый сюда пришел набираться опыта, да. И не всегда нужно вмешиваться, да. Если тебя только попросят, никогда не нужно вмешиваться в чьи-то другие программы, потому что каждый человек проходит свой опыт, и ты проходил свой опыт. Чтобы многим людям, чтобы обрести свет, нужно пройти, понять темные энергии, да. Все создала Вселенная, и темные энергии тоже создание Вселенной. И между темными и светлыми энергиями происходит процесс развития. я знаю Только, всю только информацию. болезнь заставит человека встать и пойти что-то делать. Да, я все задавал вопрос, почему я болею. Шел вопрос, ты должен был остановиться. Ты должен был остановиться, чтобы понять. Я просто завертелся, замотался в мирских делах, в работе. У меня, так как было много энергии, я мог работать по 18 часов. Меня никто не мог остановить. Люди шарахались, падали на колени. Они не верили в это, как такое возможно. У меня, у Сейчас у меня тебя еще больше энергии будет. Смотри, я сейчас тебя проинструктирую. Во-первых, тебе Олеся вышлет рекомендации после сеансов. Сейчас всю неделю, Ефим, тебе желательно побыть на природе. Тебе нужно отключить все источники негативной информации. Тебе нужно убрать весь негатив. Тебе не нужно идти туда, где тебе не нравится куда-то идти. Ты не должен идти против себя. Ты должен заниматься только тем, что тебе нравится, и делать, что тебе нравится. И только тогда ты будешь на этой частоте. Возможно, что вокруг тебя есть люди с сущностями, да, и эти сущности увидят твою энергию, они захотят к тебе подключиться, как и подключились до этого, да, и твоя тонкая копия осознанна, но тебе тоже нужно ей помочь. Любой конфликт в твою сторону, это нападение на твое биополе. Объясню почему. Потому что если кто-то тебе создает с тобой конфликт, например, какой-то импульс тебе создал там для конфликта, например, что-то сказал тебе неприятное, да, если ты отвечаешь ему, то ты принимаешь правила этого конфликта. И если ты ему отвечаешь тоже негативом, что ты делаешь? Сначала, помнишь, я тебе рассказывал шкалу X и Y. Да. Сначала ты опускаешь свою вибрацию до низа, собираешь там энергию негативную, а потом в его сторону эту энергию выплескиваешь. Неважно, мат это или разговорная энергия, неважно какая. И тут ты попадаешь в ловушку. Потому что как только ты опускаешь вибрации до этой частоты, там тебя поджидают интерференты, и ты выстраиваешь с ними мост, синхронизацию, поскольку ты на их частоте. Если ты будешь всегда на частоте света и любви, то ни одна сущность тебе не сможет подключиться. Потому Хорошо. что высокая энергия всегда поглощает низкую. Только когда ты в комнате включаешь свет, тьма рассекается. Ты не можешь в комнате включить тьму. Да, я знаю. Это Поэтому хорошо. кто бы тебе что ни говорил, какой бы тебе в твою сторону ни шла негатив, всегда отбивай его только светом и любовью. Только свет сожжет негатив, тьма негатив не сожжет. Я всегда на уровне подсознания это повторял и уходил всегда от конфликтов. И жену свою учил не конфликтовать. Всегда говорил, что всем будет по делу, как будут, Конечно. что дают, то и принимают. Поэтому Да. я говорил, не обращать внимания, уходить от конфликтов, не реагировать. И себя также учил, но не всегда получалось. Видите, у меня и как бы было закрыто все. Я даже сейчас по-другому стал видеть. У меня глаза по-другому видят. Угу. И Сейчас глаз сняли с тебя. руки горячие стали, теплые. У меня это какое-то такое ощущение непонятной Почином, легкости. дорогой. Спасибо вам, ребята. Я всегда мне что-то говорило, что я не такой, как все, не такой, как все. Ну, там, то, что я вам говорил, мама говорила, но она меня, это так Слушай, себе. но ты сам, перед тем, как попасть на эту планету, поверь мне, ты сам выбрал себе эту жизнь, ты сам выбрал все эти мучения. Тебе это нужно было для чего-то. Ты набрался того опыта. Тебе нужно было это не просто так произошло. По-другому По-другому я бы к вам не пришел. Конечно. Я целую кучу информации лопатил, у меня голова уже болела от информации. Я понимал, что это все шлак, шлам, все это происки низких, все это заблуждения, а истину тяжело было найти. Но истина, она одна, ее две не бывает. Вот теперь представь, сколько сущностей сидят в людях. И представь, как они ими руководят. Это страшно.
Люди сами этого не понимают. Поэтому ты это должен осознать. И всегда с улыбкой смотри на всех людей, которые негативно на тебя пытаются посмотреть или что-то негативно в твою сторону сказать. Всегда улыбайся и отправляй им свет и любовь, и ты будешь светом и любовью бить и растворять всех сущностей. А энергия у тебя мощная. И главное, научись говорить нет. А, вот, да, точно. А вы откуда это знаете? А, точно, да, вот это... Нет, вот мне всегда было трудно сказать. Я даже не, Да, пон- научись. я не Говорить понимал, я не понимал, как люди работают за деньги, это первое. Я мог работать и просто так, мне не нужны были деньги. То есть, Не и, стоит второ- этого. и второе, я не знал, что значит отказать. Мне было Смотри, очень если ты тяжело. не работаешь за деньги, то у тебя не происходит обмен энергиями. Это говорит о том, что свою энергию ты обесцениваешь, ты ее не уважаешь. Мгм. А я тебе хочу сказать, деньги тебе дают, знаешь за что? За потерю твоего жизненного времени и твоей жизненной силой. Ты что-то сделал, отдал свою энергию, потерял свое жизненное время, да, а за это тебе дали бумажки. Поэтому Энергообмен идет. энергообмен должен происходить всегда. И научись говорить «нет». Если ты не можешь что-то сделать, скажи «я не могу», я извиняюсь, ничего страшного в этом нет. У меня тоже была такая проблема в детстве, я не мог никогда говорить «нет». Я всегда пытался всем угодить. Но в итоге я только от этого страдал, потому что люди не оценивают твою помощь, твое желание Да, помочь. и Да. меня Да. много били по этому поводу. Много. Поэтому подумай о своей семье, подумай о себе в первую очередь, да, потому что один ты родился и один ты умрешь. Ты не захватишь этих всех людей с собой. Да. Поэтому подумай о себе сначала, работай с собой, дай своему потенциалу раскрыться на полную мощь, а потом уже, если тебя попросят реально, и ты реально видишь, что ты можешь помочь, помоги. Но за это тебе должны тоже дать что-то, за твою энергию, за твое потерянное время, за твою потерянную энергию. Да, Мне хорошо. тоже говорят некоторые люди, а как вы работаете за деньги? Как вы работаете за деньги? Я говорю, хорошо, а вы работаете? Я работаю. А вы бесплатно работаете? Нет, я получаю за это деньги. А почему я должен бесплатно работать? Да, все верно. Мы, к сожалению, мы живем в финансовой системе. К сожалению. И я тоже должен заботиться о себе, о своей семье. Поэтому тут все нормально. Да. Скажите, пожалуйста, если будет у меня, ну как бы будет возможность или у вас, или у меня, чтобы проверить свою семью, ну, жену, ребенка. По фото посмотри ее, причем желательно побыстрее это сделать, потому что если есть интерференты в твоих близких, то, возможно, они сейчас начнут с тобой конфликтовать. Возможно, посмотри на эту ситуацию. Вот, потому Мгм. что это не они с тобой конфликтуют, это конфликтуют те интерференты, которые в них сидят, да. Поэтому отправь по фотографиям, это будет намного дешевле их почистить. Ну и в принципе у тебя хорошее видение, я бы в принципе был рад тебя видеть в своих учениках, да, у нас происходит онлайн обучение, ты можешь сам всему этому научиться, да, и также все чистить своих близких, свою семью и даже зарабатывать на этом, а почему и нет? Ну, я думал по этому поводу, просто меня всегда как бы одолевали сомнения. Ну, думают, ну кто ты такой, Интерференты Не тебе это те, да, говорили, это не да. твои мысли. что ты о себе возомнил, кто ты, Да, типа, это не что это? твое. Это не твое. Если тебе будут приходить твои мысли, мысленно возьми свою энергию, создай сферу, отправь, сожги ту мысль негативную. Она не в тебя, она не находится у тебя, она может быть со стороны идти. И отправь этот шар, сгусток, сожги источник этой мысли негативной, чтобы больше он к тебе не пытался приструниться. Потому что они будут пытаться создать какой-то раскол в тебе, да, какое-то вот неверие там и так далее. Я тоже иногда, знаешь, проходит какое-то время, я перестаю работать, у меня тоже включается анализ там и начинается мне в голове там типа, а чем ты занимаешься вообще? Это вообще бред какой-то, да. Вот. Но я все равно через силу иду и работаю. Я работаю, я получаю в работе удовлетворение, как бы получаю ту энергию, которая мне нужна, и я еще раз в нее больше верить начинаю. Ефима, знаешь, что мне твоя тонкая копия показала? Что? Вот ты помнишь ощущение вот это, когда токи шли с рук? Да. Токи. То есть, Как у вертолета турбины вот так вот и на руках такие вот здесь. да, ну вот руки, он как бы здесь токи исходили, и ты вот можешь визуально представить вот это, даже почувствовать вот эти токи, и когда, например, если что-то чувствуешь не то, да, в своем биополе или что, тонкая копия показала, что вот эти токи ты можешь направить в макушку, эти токи расходятся по всему телу, идет мощный взрыв, и все отлетает. Все плохое? Да. В макушку это
То есть вот сюда, я так Да, понимаю? Да, вот так. представь вот этот цвет, вот этот ток. Отсюда исходит Да, ток только по создай всему себе телу. обязательно мысль, что в тебя заходит чистая, Мгм. высокая вибрационная энергия, чтобы не зашла какая-то А это другая. его энергия Да, через или твоя происходит. энергия. Сделаешь глубокий вдох и резкий выдох, так. И представь, что вокруг тебя взрыв ядерный создался с тебя и полностью разнес своим светом, вот как ты сейчас делал. Мгм. Все, и все разлетится по сторонам вблизи, и никто больше не подойдет к тебе. У меня даже случай такой был. Я когда в Москве на стройке работал, ребята приходили, они просто приходили ко мне, и даже не только в Москве, в Молдавии даже на мебельной фабрике, когда работал, приходили, просто говорили, можно с тобой посидеть? А я Ну, говорю, рядом можно посидеть? А я говорю, зачем? Покушать. покушать твою энергию, конечно. А они говорят, типа, я не знаю, мы когда рядом так хорошо, так, не знаю, так себя хорошо чувствую. Ты просто ты говори все, что хочешь. Я даже в шахматы их научил играть. Ой, там такое было. И в Москве Да. тоже так было. И даже приходили с жалобами какими-то ребята, что-то не получалось. А мне достаточно было, но не всегда так получалось, слово как-то. Я говорю, вот смотри, до вечера ситуация изменится. Вот тебе позвонят и скажут, все будет совсем по-другому. Иди, будет все хорошо, не плачь. Иди, найдешь свои деньги или там что потерял. Прибегали в слезах с едой. Откуда ты знал? А я не знал, что сказать. Я сам не знал. Я говорю, я сказал. Кто ты Ну, у тебя такой? вот Я теперь говорю, я не знаю. работай с этим и создай себе свою реальность, которая тебе нужна. Да, Спрогнозируй себе свою реальность. оно на Возьми, вот время было смотри, забыто. да, вот у тебя на стене возьми себе какую-нибудь доску повесь, да, и на доске пиши аффирмации. Только аффирмации должны быть в настоящем времени. Мой ежемесячный доход там 10 тысяч фунтов стерлингов, или не знаю, сколько там по-вашему, да, и обязательно распишись. Обязательно распишись. И смотри, это я тебе рассказываю, как работать с изменением реальности. Это называется предиктивное программирование. По-английски это predictive programming. Да? Этим занимаются все масоны и так далее. Это старая технология, еще с Египта взята. Вот. И смотри на эту аффирмацию, да, например, куда внимание влечет, туда энергия течет, Ефим. Поэтому твоя аффирмация будет заряжаться энергией, и в пространстве начнется перекодировка, у тебя она вываливаться начнется на материю. Или, например, там там надо тебе что-то продать или что-то сделать. Ты пишешь там только не завтра это делать, потому что завтра уже все утверждено, завтра уже будущее не поменяешь, завтра уже это все уплотнилось, эфир уплотнился, вот. Но как через там 3 месяца, через там какой-то больший промежуток времени, да, эфир еще не сильно уплотнился, и ты своей силой своей мысли-формы можешь менять его так, как тебе потребуется. И чтобы тебе было удобнее, пиши аффирмацию. Там, в 2021 году у меня такая-то работа, у меня счастливая семья, у меня то-то, у меня то-то, у меня то-то. Все, распишись. Я выучил английский. Я выучил английский, я Да. шикарно разговариваю по-английски. Я всех англичан научу говорить по-русски, а англичане Да, научат меня говорить по-английски. все. Записывай себе это на большом, где-то у себя на стене большими буквами, да, и каждый день, чтобы ты просыпался и считывал эту аффирмацию и постоянно заряжал ее энергиями. И поверь мне, реальность будет меняться. Да, так поступлю. Спасибо Да. вам большое, ребята, Слушай, огромное. еще хотел у тебя спросить, сеанс шикарный получился. Если мы твои все данные закроем, как ты думаешь, на канал, ты не будешь против, если мы выложим часть твоего сеанса? Вы имеете в виду в YouTube? В YouTube? Ну, на наш канал, на Центр гипноза, я имею в виду. Да, конечно, безусловно, вы можете это, пускай Многим люди... людям, я думаю, будет интересно это посмотреть, потому что шикарный был сеанс, очень интересный. Ну, вот, и мы столько, Да. конечно, не видели подключек Ефима. Я думаю, что Да. ты дашь только Вообще. людям надежду еще, да, вперед. Хорошо. Сейчас, Ефим, на этом мы с тобой не прощаемся. Через недельку или там через 3-4 дня обязательно, если будет возможность, запиши мне видеоотзыв, как это делают остальные мои клиенты, да, как после сеанса, какие у тебя трансформации происходят, да. То есть сейчас подождем какое-то время, энергия устаканится, но ты обязательно соблюдай рекомендации, все, что я тебе сказал. Да. Вот. И через какое-то время запиши мне, пожалуйста, отзыв, что было, что после. То именно все, что на душе, ничего придумывать не надо, просто вот как себя чувствовать будешь, потому что многие люди думают, что мы это все придумываем, что все это актеры, да, и так далее, и так далее. Хорошо, ребята. Чтобы раскрыть другим людям глаза на все это дело. Хотелось бы всем, но, к сожалению, это, я не Да. знаю, тяжело. Ефим, у каждого своя программа. Еще Да. раз тебе говорю, не надо влезть другим.
Каждый получает свой опыт. Это школа. Понимаешь? Например, ты хочешь выучить, что такое дважды два это 4, а я прохожу для тебя и пишу для тебя задание. И ты не понимаешь, что такое дважды два 4, потому что я за тебя Да, это сделал. да. Все, дорогой, жду Все, от тебя спасибо вам, ребята. положительных отзывов. Мяч теперь на твоей стороне. Мы всего лишь скорая помощь энергетическая. Мы приехали и уехали. Да? Спасибо огромное. Я вас так ждал. Я вас очень ждал. Я желаю вам любви, счастья. Взаимно, дорогой. Всего наилучшего, чтобы у вас было таких людей больше, светочей. Благодарю тебя, взаимно, дорогой. Высоких тебе вибраций, Спасибо света и большое. любви. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Всех благ.